Отличная погода в Петербурге. Сегодня у нас 12 октября. Снова мы начинаем прогулку от станции метро Василеостровская, от этой памятничка коночки. Наверх так и не пускают, написано, что только для посетителей ХОП, но там просто замок висит. Осень совсем на нас напала. Все утеплены. Всем добрый день. Всем, кто подключился. Всем, кто только будет подключаться. Выдвигаемся. Значится, станция метро Василеостровская, как мы видим, вот перед нами сейчас. И такая немножко преамбула. Вот вы впервые приезжаете в Петербург, хотите попасть на стрелку Васильевского острова. Добрый день, но супер кат. Вам простительно, у вас, наверное, лапки. Собственно, приезжаете в Петербург первый раз, хотите попасть на стрелку Васильевского острова, вам говорят: едь на Ваську, станция метро Василеостровская. Вы проезжаете, а дальше куда? А дальше что делать? Куда бежать? Ну, мы оказываемся на пешеходной части 6-7 линии. И вот выходим на Большой проспект. Отставить на большой. На большой не идем. Идем на средний. Идем по среднему. Ну и, собственно, как вы поняли, мы сейчас прогуляемся до стрелки Васильевского острова. Ну а дальше там, как кривая судьбы, распорядится и выведет нас. А чё, нормально было бы? Не, ну, молодежный бар. А им-то чё, молодятся? Сейчас была короткий диалог, две бабушки чуть не ворвались в молодежный пивной бар. Да, подключаемся. Те, кто первый раз на канале, и YouTube вам предложил эту трансляцию, подпишитесь, это не больно, чтобы не пропустить следующие трансляции, следующие прогулки по Санкт-Петербургу. Гуляем мы преимущественно по историческому центру. Не всегда Петербург в наших глазах будет открыточным, парадным. Зачастую я хожу по таким и злачным закоулкам и показываю разный Петербург. Да, вы на канале Откройте Питер, прогулки по Санкт-Петербургу, я Роман. И вы. И мы с вами гуляем по самому прекрасному городу мира. Ну и опять же, для тех, кто смотрит этот стрим в записи, YouTube основная площадка, основные площадочки у нас, получается, выкладываются записи трансляций, чтобы участвовать в чатах, в дискуссиях, каких-то обсуждениях. А это вам добро пожаловать сюда, на YouTube. Говорит, что золотые слова. Это, наверное, про Петербург, то, что самый лучший город в мире. Ну вот, недавно была тут полемика у меня с одной из неподписчиц. Привет тебе, мой самый лучший хейтер. Обещала смотреть все видео, все трансляции, но не подписываться. Вот, меня человек обвинил, потому что я не люблю Петербург, оказывается, и во всех своих видео показываю его с негативной стороны. Ну как вот можно показать с негативной стороны? Я показываю реальность, я ее не создаю.
Если вы сами в чем-то видите какой-то один негатив, но я вам рекомендую посмотреть в зеркало и разобраться с этим человеком. Почему он видит один негатив. Так, смотрите, мы ни по какой линии сейчас не идем. Мы сейчас идем по Среднему проспекту, а прошли мы 4-ю, 5-ю. Сейчас идем к 2-й, к 3-й. У нас здесь лютеранская, или какая там, ну, в общем, кирха. Да. Гер, но, ну, видите, на каждый товар найдется свой купец. Что я могу сказать? Так. Интересно, вы, конечно, маршрут как садиться в метро. И вот, чтобы до Невского надо еще тоже до куда-то дойти. Ой, тут смотрите, тут у собора Святого Михаила справа какой-то рыночек, как будто бы стихийный. Но интересно, что там у нас спряталось во дворе. Тут какая-то закоулок, но, видимо, там какие-то складские помещения. То ли в аренду они им отдали, то ли как. Тут вы смотрите, мы по каким кирпичам идем. Это все кирпичи дореволюционные с клеймами. Преимущественно БИК, ВК. Сейчас найду какую-нибудь фамилию. Они просто аббревиатуры. Вот тут Нева. Ничего себе. Кирпичи такие, кстати, продаются на Авито, можно найти с разными фамилиями. Кто-то, знаю, их коллекционирует, кто-то просто может найти кирпич со своей фамилией. В собор заходить уж не будем, с вашего позволения. Вот 2-я, 3-я линии. Сегодня по дворам шастаться не буду, потому что уже и так мы хаживали через сквозные дворы Васильевского острова, и между Малым и Средним проспектом, и между Средним и Большими проспектами. Поэтому сегодня будем ходить преимущественно по улицам, в какой-то части даже парадным. Вот сейчас, по крайней мере, мы идем на Стрелочку, чтобы оценить, как там идут дела. Как там идут дела с реставрацией биржи, здания биржи. Напомню, что здание биржи давно, очень долго стояло в лесах, ветшало, и вот это все. И не так давно здание биржи отдали Эрмитажу, и Эрмитаж на свои средства теперь реставрирует здание биржи. Будут там выставочные залы. Когда-нибудь, возможно, мы или с прогулкой туда зайдем, возможно, и вы, если так с прогулкой нельзя будет, то, конечно же, вы сами наряду с Эрмитажем, Русским музеем и вот этим всеми кунсткамерами сможете еще и побывать в здании биржи. Дойди до Тучкова. Ну, не знаю. Сейчас подумаю. О, самое или не самое
узкая улица. Улица Репина. Ну и вот по большому счету очень тяжело разъехаться двум машинам, и чтобы не задеть пешеходов. Но тут вот человек решил, что он может это сделать. В принципе, не то чтобы знаки ему позволяют, но не позволяют. Заехал он за знак. Заехал. Тучков мост у нас идет что? На Петроградку. Я на Петроградку сегодня не планировал идти. Алена Омск, спасибо за донат. Отличная погода, шикарное настроение. Гуляем по любимому городу. Вот, донаты я буду озвучивать сам. По крайней мере, стараться. Здесь мы за прогулку. Вот. Здесь мы сейчас на первую линию свернем. Пройдемся по ней. Такой шикарный купол. Да, если бы мы вот сейчас пойдем туда налево, мы выйдем к Тучковому мосту и через него сможем оказаться на Петроградке. Но на Петроградку нам сегодня не надо, мы будем гулять по Ваське. Так уж получилось. Такой вот уж план. Так, посмотрю я карту. Так, давайте я до Тучкового переулка дойду все-таки. Тогда. А то уж больно здесь красивый бульварчик. Да, вот эта вот часть дороги. У нас получается бульвар с разделительной полосой в виде пешеходной дорожкой и деревьев. Здесь-то мы как раз через Тучков переулок пойдем немножко такими закоулочками, я вас проведу. Ну, закоулочками интересными. Если мы напрямую мы можем выйти прямо к набережной, и там уже по набережной, никуда не сворачивая, мы окажемся на Стрелке. Но это не так весело, не так интересно. Вот, сворачиваем на Тучков переулок. Здесь мы видим брусчатку вместо асфальта. Даже камнем разделительная, не разделительная, а полоса для парковки оформлена. Здесь продолжаются ремонты, реставрации. На Невском, кстати, практически везде уже сняли леса, те, что весной начали ставить. Но все равно сомнительно. Сегодня день субботний, вроде студенты еще учатся, а мы, получается, сейчас подходим к одному из корпусов Санкт-Петербургского государственного университета. Тут же у нас и библиотека рядом. Мы мимо всего этого пройдем. Безобразие. Хотелось сказать, но нет. Отлично, Игорь, отлично. То есть мы сейчас находимся в той части Васильевского острова, который очень сильно, скажем так, в каком-то понимании для нас древень. Древнен. Можно так по-русски сказать?
Наверное, здесь какие-нибудь встречаются дома еще 18 века постройки, то есть Петровского времени. Я работаю на заводе, если вот вопросы. А вообще уподоблюсь многим другим блогерам, стримерам. И на личные вопросы буду отвечать, наверное, только из вопросов и из донатов. Вот что я имею в виду. Но вообще в целом, если я захочу про себя что-то рассказывать, наверное, я создам канал о своей жизни. Как-то вот так. Как это делают всякие деревенские блогеры. Или ребята, которые показывают свою работу. Там всякие вот как раз токари, плотники, кондиционерщики. Целые каналы про это. Здесь умудрились как-то за биржей, вот сейчас с правой стороны, это розовенькое там, или как розово-оранжевенькое здание, там внутри двора закрытый клубный дом, умудрились построиться на биржевом переулке здесь. То есть мы видим вот линию двухэтажных, трехэтажных домов. Это все 18 век, скорее всего, отреставрированные. А сейчас вот это вот все справа, сейчас вот, это все новодел. Спасибо им за то, что сохранили антураж, эстетику того времени центра Петербурга, центра Васьки. Наверное, правильный, или тут меня как бы можете поправить, но центр Васильевского острова это все-таки Стрелка. Как бы это парадоксально, наверное, не звучало. Думаю, вот в эту арку, если зайду, то я из следующей смогу выйти ли. Ладно, проверять не будем. Но такая мысль закралась. Здесь как-то все гостиницы, рестораны какие-то. Вот вижу быстрое питание, какая-то столовка. Ну, опять же, наверное, заточена под туристов, которых на автобусах сразу пачками привозят. Когда был чемпионат Европы по футболу в Петербурге, в том числе, вот многие команды, вот эти вот, как их обозвать-то? Команды стран, сборных по футболу, вот, сборных, команд сборных, они останавливались здесь. И я пару раз, проходя здесь, как раз после матчей, видел, как они из автобусов выгружаются. Но я не фанат футбола, я там никого не знаю. Поэтому для меня там все лица были незнакомы. Вот, а здесь как раз гостиница, спа-комплекс. Можете туда сходить. Прекрасное местечко с спа-процедурами. Сколько-то, много там у них бань разных парных, скажем так. Ледяные купели, бассейны.
джакузи. Не реклама, конечно. Мне же никто не платит за рекламу. Но в целом. Вот. Лейсбридж. Это вот та самая гостиница Понты-Понты. Кто-то себе отхватил. Добрый день. Прогуляюсь с вами. Привет из Одессы. Привет в Одессу. Тут у нас, конечно, началась наконец-то великая стройка на Петроградской стороне, в районе, историческом районе Мокруши. В советское время на этом месте был парфюмерный завод, что ли, как правильно это обозвать. В общем, там какая-то химическая промышленность парфюмерная была. Ну а мы здесь по этому переулку сейчас подходим к зданию. Там впереди виднеется здание 12 коллегий. Ну а слева здание библиотеки Российской Академии Наук. Так, здесь что у нас? Университет ИТМО, технопарк у них, Исследовательский университет информационной технологии, механики и оптики, музей оптики вместе с институтом. Все мы знаем такую аббревиатуру, как ЛОМО. Да, наверняка же знаем, надеюсь. Ну или все те, кто так или иначе раньше сталкивался с советскими фотоаппаратами, наверняка эту аббревиатуру ЛОМО встречали. Так это вот Ленинградское оптико-механическое объединение, да? Ну, наверное, я тут надеюсь, как-то институт. Да, ГОИ тоже. Все мы знаем про пасту ГОИ. Многие ошибочно полагают, что ГОИ это чья-то фамилия, и вот в честь него назвали целую пасту. Ну, пасту не зубную, а вот это вот для шлифовальных работ, очень гладких, создания поверхностей. Не знаю, как еще сказать. Так вот. Ни черта это не фамилия ничья, это аббревиатура. Ну и, соответственно, склонять это не надо. Просто паста ГОИ. А это как раз пасту разработали для полировки очень тонкой и четкой тех же оптических поверхностей линз. Или как? Можно так сказать, опять же? Меня так любите поправлять. Так, библиотека Российской Академии Наук, гласит нам табличка. Я вам не наврал. Тут даже остался над входом советский герб, видимо, там. За доблестный труд. Да, вот, перед нами пряменько здание 12 коллегий. Сейчас мы недолгонько вдоль него пройдем. Я помню, вот сейчас я вас подведу, как раз тут университетский центр, да, прямо у нас по кадру. И надпись «Ресторан», «Конференц-зал», ну еще правее студенческая столовая. Так вот, друзья, если вы здесь будете, в этом районе,
принципе, вот покушать можно сюда. Здесь об этой столовой, наверное, знают только одни студенты. И всегда можно... Вот мне интересно про ударение. Давайте подискутируем. Это некая аббревиатура. Да? Просто вот первые буквы каких-то слов. Расскажите мне, какими правилами регулируется ударение в аббревиатурах? Есть такое вообще? Есть. Вон у нас библиотека Академии наук. Так и самый-то прикол, что эта столовая работает до сих пор. И вот в моем университете столовая студенческая была. Кстати, если такие знатоки, вот что было справа от библиотеки Академии наук? Подсказка. Что-то связанное с Павловым. А про столовую, да. Вот я когда-то в нее не так давно захожу, и там запах абсолютно такой же, как в столовой, который был в моем универе. Я не здесь учился, в другом. Но почему-то все студенческие столовые пахнут одинаково. И еще такой прикол. Я там взял, как обычно, пюрешка, котлетка, там какой-то супчик. И на вкус все было такое же. Как они это делают? Откуда они эти котлеты добывают? И как эту пюрешку творят, что вкус прям тот самый был. Это, знаете, как сейчас мороженое под названием «Как раньше». Вот тут столовая и студенческая то же самое. Вот как раньше. Так. Идя вдоль здания 12 коллегий, ныне это один из корпусов Санкт-Петербургского государственного университета. Такая красота. Уже у нас желтые листья. Елки-палки, клены желтые. Елки-палки. Сейчас, наверное, в летнем саду шикарно должно быть. Вот, если мы пойдем вдоль, мы, конечно, выйдем к Неве. Нам сейчас это не надо, мы там окажемся, но сделаем кружочек вокруг биржи, выйдем на Стрелку, посмотрим растральные колонны и вернемся обратно, но вернемся уже на Большой проспект Васильевского острова. Так, у меня какой-то камешек залетел в кроссовок, надо его потрясти. Так. У нас кофеё-мафеё подъехало. Спасибо. Друзья. Давайте тоже. Кто не налил, наливайте. Да, тут прям целый такой кладезь каких-то институтов. Вот справа у нас одно большое медицинское учреждение, больничный городок. Слева, можно сказать, тоже какие-то как будто бы гостиные дворы, то есть, построены по этому принципу, с этой галереей. Это ИСТФАК. А что, ИСТФАК только... Или что про это? Там, где я про Павлова сказал? С отставанием у нас что-то стрим как будто бы. Или вам надо временно погуглить. Ой, кофе хорошо. Хорошо заходит кофеек. Спасибо неравнодушным, кто на кофеек донатит. Большая вам благодарность. Идете мимо ИСТФАКа. Ну все понял.
Конечно, СПбГУ по городу достаточно сильно раскидан. Институт, университет большой, состоит из нескольких институтов. Очень большое количество студентов учатся. Ну и смотрите, мы, получается, сейчас подходим к бирже, к зданию биржи с тыла, с задней стороны. Но, как вы можете... Глинтвейн, ну скоро, да, ничего нет. Как можете убедиться, он со всех сторон прекрасен. И с той стороны, с фасада, который выходит на Стрелку, и вот тыльная сторона. Ну и самое-то нам, что сейчас интересно, это вот еще Миру мир, 150 рубликов, хорошей прогулки, это вам на вкусную булочку. Отлично, спасибо. Вкусная булочка нам понадобится. Биржа стояла в лесах, то есть ее, те, кто был этим летом, сфотографироваться красиво не могли, а здание биржи вы можете увидеть на 50-рублевой банкноте Российской Федерации. Билет Банка России называется. Там как раз растральная колонна и здание биржи. Ну и вот кто-то любит, видел сам, как туристы фотографируются, держа перед собой 50 рублей, и на фоне как раз настоящее здание биржи оказывается. Такие фотографии делают туристы. Так, здесь у нас что? Институт высокомолекулярных соединений Российской Академии Наук. Курчатовский институт. Все в институтах. Ёлки-палки, Love Story снимают. Больше жизни, кричали они. Не верю, кричал кто-то. Так, а как нам здесь обходить? О, смотрите, тут чудеса растральных колонн. Что творится? Мы туда сейчас не пойдем, потому что нам здесь обходить зебры нету. И возвращаться не очень удобно. Но я вот отсюда вам покажу. Смотрим. Там хороводы водят. Подождите, да, приблизить вам, чтобы вы тоже посмотрели. Давай, приближалка. Ой, видите, обычно здесь в вечернее время танцуют всякую сальсу, румбу, шмумбу и вот это вот латиноамериканское. А сегодня я смотрю, тут хороводы водят. Интересненько. Интересненько. Так, задерживаться здесь не будем. Все-таки, наверное, давайте я как сделаю. Мы сейчас с вами перейдем на зебре. Так, камера, поменяйся. Широкий угол нам нужен. Вот. Мы на зебре перейдем на стрелку саму. Обойдем, спустимся здесь к воде. Сделаем полукруг. И вернемся опять на эту зебру. Причем зебра, скажем так, уникальная. Так, тут надо мне ускориться. Я бегу. Я бегу как могу.
потому что тут у нас время ограничено. Самая широкая зебра в Петербурге, наверное. Вы видите, насколько она длинна? Но длина-то по проезжей части, а для пешеходов широка. Вот. Так, мне хочется одновременно и сюда подойти. Ну нет, не пойдем. Пойдемте к воде. Пройдемся мимо воды. Посмотрим на Петропавловскую крепость. И вернемся на эту зебру, дабы продолжить прогулку по этому острову. Тут два варианта есть. По биржевому мосту. Я думаю, ошибка это не будет. Спасибо тем, кто урны придумал. Или же мы можем по Дворцовому мосту, скажем так, мост-дублер. Дублер в части съемок в фильмах, да? В фильмах, когда снимаются, дублеры у нас. Это моя тень. Знакомьтесь. Машу вам. Когда фильмы снимают, и надо какие-то действия снять якобы на Дворцовом мосту, то снимают на биржевом. Почему? Да потому что биржевой мост организовать перекрытие биржевого моста гораздо проще, чем Дворцового. Вот и все. Выглядит это не похоже. И только искушенный в знаниях оградок всех мостов Петербурга сможет найти отличия. Так, здесь мы видим шар на таком пьедестале. Когда-то, когда еще не функционировала и не была построена дамба, что в Кронштадте, уровень воды поднимался почти до шара. Представляете, да? То есть вода била в стены здесь, стрелки. Как вам вид, панорама, друзья? Сейчас мы видим, что не здание, а стены Петропавловской крепости до сих пор у нас в лесах. Наконец-то реставрируют стены внешние. Потому что очень долгое время там висели просто таблички типа Achtung, Attention и все вот это вот, возможно, падение на голову всяких камней. Но вот наконец-то они сподобились и начали реставрацию. Так, сейчас я вот здесь не вижу никого, занимающегося коммерцией. Обычно здесь на стрелке или какие-нибудь музыканты могут выступать, собирать денежку. Когда-то здесь стоял товарищ с телескопом. И с этого места, во-первых, по-моему, показывал там крест на Исаакии, часы на финляндском вокзале, крест на Спаса на Крови. И там всякие такие заковыристые вопросики задавал. Ну и что-то рассказывал. Вот человек так за 100 рублей давал посмотреть в телескоп. Да, это было как-то
несколько лет назад, не знаю, вот он промышляет этим или нет еще. Что мы идет? У нас впереди по кадру купол Исаакиевского собора. Слева показываю Зимний дворец. Опять же, по-хорошему, многие ставят знак равенства между Эрмитажем, да, и Зимним дворцом. По большому счету, я сам так, можно сказать, делаю. Но, наверное, это неправильно. Потому что все-таки Зимний дворец – это только часть Эрмитажа. Он состоит из нескольких частей. И вот как раз сейчас у нас то, что по кадру прямо, да, вот сейчас я наведусь. Ой, перебор. Слева, да, вот сам Эрмитаж. Не знаю, сегодня он какого-то зеленоватого цвета. Слева уже что-то кремовое. И вот посередине это здание с колоннами, с таким портиком. Как раз изначально это было здание Эрмитажа. То есть при Екатерине, по-моему, II, да, если я там ничего не путаю, оно было выстроено для того, чтобы как раз то, что надарили царям, не только у них в покоях стояло и могли только они наслаждаться видом, но и другие люди. Ну а дальше уже у нас здание Эрмитажа расширилось и на сам Зимний дворец, и на тот дворец, что слева. А это у нас у растральной колонны это не русские хороводы водили, а Хари Кришны, получается. Вот там ребята идут. Ну, опять же, давайте это, загорать любят, если вы про Петропавловскую крепость, то загорают в определенном месте, в таком закутком, безветрии и все. Вот, друзья, видите, у нас насколько многогранен и разнообразен Петербург. Всем сумасшедшим место найдется. Приезжайте. Никто на вас косо не посмотрит. Максимум детки вас будут тыкать пальцем. Говорят, что это за странные дяди с тетями. И что мне нравится, они сильно не заморачиваются текстом, да? Они слава Кришне, слава Раме, и все, и вот у вас песня готова. Уйду я от них, не вижу вашей поддержки. Да, кришнаиды вернулись, да. Так, здесь нам надо вернуться опять на нашу зебру. Про растральные колонны давайте. Кто не слышал, кто не знает. Сейчас будем эту викторину. А у меня какой широкий угол, нет? Да. Викторина. У подножья каждой из растральных колонн, а их, напомню, две, есть две фигуры. Итого 4 фигуры. Вопрос. Кто они и что они символизируют? Ну, если они что-то символизируют. Наверняка неспроста, да, как говорил Винни-Пух, это ж неспроста. Собственно, вот у меня к вам вопрос. Чтобы немножко активность в чате наладить.
Да, скоро-скоро мы сможем очутиться и побывать в здании биржи. Никогда там не был. Как говорится, никогда там не был, и вот опять, да? Если интересно, Эрмитаж уже какие-то промо-ролики выкладывал о реставрации в начале. Так, символизируют реки. Правильно. Какие реки? Опять же, надо понимать, что когда эти растральные колонны были построены, да, и, наверное, ну, не простые реки, а самые крутые реки России. И вот самое-то интересное, какие реки в то время считались самыми, что ли, крутыми, или которые символизируют Россию, да, или там, ну как, символизируют Россию, что-то такое липанул. А по которым можно определить Россию, да, Волхов, Нева, еще две. Символ морских побед — это растры на колоннах, это вот носовые части как бы побежденных кораблей. А, кстати, факела, да, они газовые, и они, правда, служили для навигации здесь, в акватории Невы, в туманное и в темное время. Волхов, да, Нева, да. Еще две. Причем для понимания, там, когда мы говорим про растральные колонны, мы говорим северная, отставить вон та северная колонна, да, и южная. Енисей и Елена. Вроде бы да. Вроде бы да. Да-бы-да-бы-да. То есть даже как бы вы так попарно-то и назвали, что у нас у северной колонны Волхов и Нева, а у южной Енисей и Елена. Так получается. То есть там как раз мужчина и женщина, мужчина и женщина. Аврора где? Где Аврора? Как мне нравятся вот эти вот громкие выкрики не всегда трезвых туристов. Вот чем мне нравится осень в Петербурге, тем, что она дает вот это максимальные краски. И без того сером Петербурге, да, у нас на носу долгое время там 25-6 градаций серого. То вот осенью как раз у нас получается то, что когда желтеют, краснеют, синеют и что еще там делают деревья, вот как по мне, это максимальные краски в городе. И еще, как мы сейчас видим при этом солнышке, как озаряются все набережные, ну это прям верх пейзажности. Пушкинский дом остался позади, но отлично, Марксина. Можно еще там адреса в скобочках приписывать. Я сходу буду ориентироваться-то быстрее. Так, давайте чекнем. У нас с противоположной стороны набережная под названием набережная, или там спуск со львами. И вот львы-то у нас где?
а львы не вернулись. Львов на пьедесталах нет. Печально. Да. Вышли на набережную. Набережная Университетская. Я как-то уже по ней ходил, только мы шли по противоположной стороне. Справа у нас здание Кунсткамеры. Если кто не знает, кто не в курсе, друзья, вход в Кунсткамеру у нас не с набережной, а с переулка. Давайте прочитаем табличку на здании. Здание Кунсткамеры Петра I, первый музей России, постройка начала 1718 года, архитектор тот-то, тот-то, Туки-Туки только что подписался, отлично, хороший пример. Так, после пожара заново восстановлено. Предприимчивые продаваны прямо напротив Кунсткамеры построили магазинчик с сувенирами, с сувенирной продукцией. То есть тут далеко от кассы не отходя, вас разведут на все ваши деньги. И смотрите, очередь. В Кунсткамеру всегда на вход очередь, так что планируйте свой визит и рассчитывайте, что вам придется какое-то время потратить на вход. Я даже сейчас на противоположную сторону дороги переходить не буду. Мы будем так и идти по этой стороне. Нам, конечно, здесь солнышко в лицо светит. Это не очень хорошо. Это я что-то не предусмотрел, но будем идти по теневой стороне дальше, когда выйдем на Большой проспект. И в этом месте тогда озвучу спойлер. Идем по Большому проспекту и идем смотреть, на какой стадии сейчас у нас строительство станции метро Горный институт, а в частности Верхний вестибюль. Нам все обещают, что Горный скоро откроют, но вот пойдемте посмотрим, потому что время от времени появляются всяческие новости, что какие-то там последние финальные штрихи, 5-е, 10-е. Но мы вот своими глазами сейчас сходим и посмотрим. Памятник Михаилу Ломоносову. Если для кого-то важно и интересно, землячок мой. Пока светофор, постоим, посмотрим на некогда место, где было первое адмиралтейство в Петербурге. То есть сейчас вот у нас слева желтая, вот там вот с аркой большой, и справа здесь тоже арка большая. А в центре было адмиралтейство. Было выкопано, были рвы, были фортификационные какие-то сооружения, потому что тоже надо было там защищать в случае чего. То есть набережная такая, набережной не было, вот так. Это уже когда адмиралтейство перенесли в Кронштадт впоследствии. Верфь засыпали, и на этом месте, короче, продали землю под застройку. Казне нужны были деньги. Планировалось, что вроде как будут строиться однотипные дома, но выкупили богатые люди
того времени там и один из князей романовских. Денежков было много, и, соответственно, все не хотели быть похожими друг на друга и строили дома разными. Местность внутри Адмиралтейства поделили, по-моему, на 8, участков. Сейчас там даже школа есть, по-моему, в советское время была построена. До сфинксов мы еще не дошли и, наверное, не дойдем, потому что мы на первой линии, а может даже не на первой линии. Ну, в общем, мы свернем вправо и пойдем к Большому проспекту и дальше по Большому до моста, где стоят сфинксы, мы не дойдем. Справа зеленое здание у нас дворец Петра II. Это, напомню, внук Петра I. В истории, в имперской истории человек не очень знаковый и популярный. Как-то и в школе на уроках истории о нем не очень много говорят, если говорят вообще. Ничего себе, там тусич на кораблике у кого-то. Там хорошечно. Так, здесь у нас здание. Ой, как бы это обозвать-то? Манеж. Да, здание манежа когда-то было. Сейчас табличку прочитаем. Так, да. Флигель бывшего манежа первого кадетского корпуса. На табличке написано. 1758 год. Сейчас мы, надеюсь, там ворота открыты. Само здание манежа вам тоже покажу. Оно, получается, стоит перпендикулярно набережной. Здесь табличка Санкт-Петербургский государственный университет. Информационный центр приемной комиссии здесь расположен. Ну и так как это лицо университета, должно тут все быть красиво. Фонтан Петр I. Часы работы с 9 утра до часа ночи. Вот знали ли вы, что здесь на набережной есть такой фонтан? Фонтанелла. Вот, само одноэтажное здание — это как раз манеж кадетского корпуса. Не случайно и название улицы у нас, по которой мы сейчас подойдем, кадетская линия. Здесь у нас скульптурная композиция «Студент», создана по произведению известного петербургского скульптора Романа Шустрова. Если я не ошибаюсь, Роман Шустров у нас в 2020 году умер. Улитка выполнена по рисунку жены художника Марии Костяненко. Ковид многих подкосил, вот так скажу, многих. И оцените, да, друзья, оцените. Виды имеет местечко. То есть вы здесь, сидя на лавочке, абсолютно спокойно можете наслаждаться фонтаном
жарким летним днем в Петербурге с видом на Исаакиевский собор, на Сенатскую площадь, где у нас стоит и даже виднеется отсюда, сейчас приближу, виднеется медный всадник. Я это плохо руковожу. Вот он, медный всадник у нас виднеется. С перстом указующим. Ну и вокруг здесь какая-то надпись, скорее всего на латыни. Vivat membrum codelbet. Не знаю, что бы это значило. Опять же, давайте, кто там может сейчас загуглить, прямо сейчас, давайте, напишите, что за надпись вокруг фонтана. Я думаю, что она есть, он есть. Этот фонтан, скорее всего, открыли чуть ли не этим летом. Поэтому грех чего-то не знать. Поэтому мы здесь и сейчас гуляем по Петербургу, по его исторической части и наблюдаем за тем, каким он пред нами предстает, это понятно. Но и для тех, кто где-то когда-то был и давно уже не был, может найти 10 отличий. Вот о чем я. Справа пред нами предстоит Меньшиковский дворец. Точнее, даже здесь был целый комплекс дворцовый, от которого остались только дворец и там пару хозпостроек. Интересно, что Меньшиковский дворец проектировали, строили итальянские зодчие, не зодчие, а архитекторы. И проектировали они его, дворец проектировали с учетом тех знаний, которые они имели. А знания они имели и представление о окружающей природе, о климате итальянском. Ну и, соответственно, изначально дворец был построен, все красиво, все классно, но первая же зима показала о том, что дворец был очень холодный. Здесь были всего лишь одинарные рамы, здесь практически не было отопления. Ну и, конечно, впоследствии дворец, я там кратко, бегло вам рассказываю, дворец постоянно достраивался, перестраивался и подгонялся под петербургские реалии, что ли, так вам скажу. Но как бы вот что-то архитекторы не додумались. Что делать, что делать? Вот, наконец-то мы подошли к Кадетской линии. С противоположной стороны дороги у нас первая линия Васильевского острова. Ну а с той стороны у нас Румянцевский сад. Сейчас мы по нему пройдем и, наверное, даже там его пересечем, посмотрим, какие там реставрационные работы успели сделать, потому что мы летом через него уже, кстати, как-то пытались пройти, и половина сада была перекрыта. Понятно, студенческий гимн. Даже у меня как-то он сейчас в голове я его пытаюсь проиграть.
Как говорится, помню, как в Баден-Бадене. Что у нас кратко пишут об этом месте? Румянцевский сад, парк культуры и отдыха, расположенный на Российском острове. Спасибо. Это мы знали. Он известен своими фонтанами, обелиском, победам Румянцева, а также кроном дубов. В саду есть бесплатные туалеты и сцена, где по воскресеньям проходят концерты, пишут в интернетах. Ну, пойдемте посмотрим эту сцену. Обелиск румянцевским победам. Когда-то даже очень давно, до того, как на этом месте разбили сад, был что-то типа рынка, базара, торгища. Ну и вот в правую руку все эти кадетские корпуса продолжаются. Сами видите, в каком они состоянии. Не очень хорошим, сразу вам говорю. Но мы, ладно, пойдем в Румянцевский сад. Здесь есть фонтан. Это не фонарь, это солнце. Вот там за обелиском солнце спрятал. Так, мы тут только по стрелке уже целый час ходим. Точнее, ну, через и до. А нам еще до горного института дойти бы. Ну, до горного я имею в виду, там где станция метро планируется. Так, я вижу, у обелиска какая-то туристическая группа стоит. Очень много таких туристов у нас. Не туристов, а туристоводов по городу. Так что если вы хотите какой-то обдуманной, взвешенной экскурсии по городу, то вот, пожалуйста, ищите. Очень много и индивидуальных туров, и интересных. Всякие байки, небылицы рассказывают. Ну и, конечно же, такие туристоводы должны обладать лицензией. То есть это теперь у нас, по-моему, лицензируемый вид деятельности в Петербурге. Они должны получать аккредитацию на свои знания. Да, фонтан. Фонтана причем два. Заметили? Вон там еще второй. Раз. Обелиск, и там фонтан. Он там за дубом спрятался. Два фонтана. А вот та самая сцена. И такой вот тут у них летний театр получается. Насчет бесплатных туалетов, походу, наврали. Я их тут не увидел. Но это так, просто рубрика «Держу в курсе». Ограда. Ограда историческая, кстати. Прямо чугуневая. Прямо перед нами стены Академии художеств. Сейчас, если я посмотрю, если забор открыт, то мы пройдем. А, да, открыт. Сейчас пройдем за Академией художеств. Это мы
мы подошли уже ко второй, третьей линиям. И пройдем через академический сад Академии художеств. Здесь когда-то, вот в этом здании, были так называемые мозаичатые мастерские. Все мы знаем, а кто нет, тем расскажу, что, например, Спас на Крови, все иконы, все полы, вот все в Спасе на Крови, все сделано из мозаики. Тогда умели, как это сказать, короче, делать мозаики очень различных цветов, оттенков. И якобы технология утрачена, и сейчас даже повторить не могут некоторые оттенки. Ну и сам Михаил Ломоносов также участвовал в разработке этой технологии производства мозаик, в том числе. Вот тут мозаичные мастерские располагались. Еще что здесь у нас в саду из интересного? Справа, там сейчас пройдем мимо, я скажу. Справа желтенькая с колоннами, это у нас здание садового корпуса академического сада, да, а прямо сейчас мы мимо пройдем, это мастерская батальной живописи Академии художеств. Сейчас вот мы убедимся, сейчас мимо пройдем, там вот конюшня. Это у нас лошадки гуляют, и там конюшня, а мы видим стеклянная часть здания, это вот как раз для, видимо, для живописцев. Очень хорошо, когда ты пишешь под естественным освещением. Вот вы так гуляете по набережной, а что здесь во дворах, и не знаете. Призываю вас захаживать во дворы, отклоняться от самых популярных маршрутов, и можно следовать им параллельно, но вот дворами. Так, здесь что у нас? 4-я, 5-я линии. А это значит что? Правильно, мы сейчас немножко дадим вправо, дабы приблизиться к Большому проспекту. Все с одной великой целью. Так, или нет? Да. Так, пойдем даже по этой стороне. По этой стороне, там перейдем дальше. Пройдем мимо Васильевского и Андреевских рынков. Так, тут, видимо, какие-то смайлики должны были быть в чате, но что-то пошло не так. Какое яркое солнце, классное. Красота.
Это да, это вот, наверное, как раз и есть время пейзажного. Вот я вам еще новую эту эпитет, или как это можно обозвать. Есть парадный Петербург, непарадный, открыточный, а я вам еще вот буду называть пейзажный Петербург. И вот сейчас время самое оно. Так, здесь что за здание? Что за люди? Студенты. Ни одной вывески, ну как будто бы общага. Вот слева тут у нас уже, так, кто-то что-то написал интересное, я остановлюсь, прочитаю. Вот, не успел, убежала. Так. Так. Надо товарища Мюзик. Камрад. Что-то непонятное говорит. Так, а слева что? Васильевский рынок. Или Василиостровский рынок. Тут как бы кому как больше нравится. На самом деле погоды не делает. Как по мне. Смысла не меняет. Но местечко, где можно вкусно, скажу прямо, пожрать. И красиво, что самое главное. Кухни разных стран мира. Мне еще удалось застать этот рынок в виде рынка как таковом. Василиостровский рынок, если быть правильным. Гласит вывеска на входе. Заходить не буду. Обзор данного места есть на канале. Там даже целый плейлист, что ли, Петербург гастрономический. Там я стараюсь собирать как раз обзоры подобных мест. Поэтому останавливаться здесь не буду. Идемте дальше. Все-таки вышли на Большой проспект. Ну и движемся по нему. Солнце у нас, получается, светит прямым курсом вдоль проспекта, поэтому спрятаться где-то нам не получится. В тени. Ну что ж, будем щуриться и идти по приборам или там на звук. Сейчас у нас основная цель — это дойти до Горного института, до станции метро Горный институт. Поэтому в целом, наверное, мы сможем налево-направо приворачивать. Вы говорили тут кто-то про сфинксов. Я вот сейчас думаю, что давайте, может быть, даже и пройдем. Как вы считаете? Я сейчас здесь на 6-7 линиях поверну обратно к Неве, а на 8-9 или там, может быть, на 10-11 мы вернемся на Большой проспект.
как вот, ну, вы видите, да, Большой проспект, он не случайен, большой. То есть здесь расстояние от одних домов до других достаточно большое. Вот и все. То, что в длину он пронизывает практически весь Васильевский остров, я рассказывать не буду. Тут опять же найдутся люди с иным мнением. Вот как вам этот пейзаж? А? Вид имеет? Красивенько? Я считаю, да. Классно. Почему я именно здесь свернул? Здесь мы как бы обошли рынок. Здесь уже нам тянется Андреевский рынок. Андреевский почему? Да потому что у нас через дорогу собор Андреевский. И отсюда у нас еще одна из военных наград, орден Андрея Первозванного. Это вот все про него. Одно из тоже туристических мест сейчас пройдем. Это кирпичное здание. Вы уже видите надпись «Аптека профессора доктора Пеля и сыновей». Зайти можно. Аптека действующая, с какой-то музейной частью даже. Кто не в курсе, семейство Пелей и Елей было придворной аптекой императорского двора. Ага. Даже не знаю, увидим ли мы сейчас сфинксов, но мы их немножко прошли. Потому что вот мост у нас оказывается слева, а сфинксы еще левее моста. Аптека такая, знаете, там внутри в стиле... Я уже один раз туда заходил в каком-то из стримов. Год назад, наверное. Там все стеллажи, витрины, они все такие деревянненькие, да, вот как вот оттуда, из того времени, историчненькие. Поэтому, да. Аптека красивенькая. Не, ну мы пройдем, мы туда обратно возвращаться не будем. Если я сейчас выйду и смогу просто приблизить, ну... Про сфинксов тоже там свои истории, мистификации. Но я скажу просто, конечно, все эти истории, мистификации и вымыслы, страшилки были связаны исключительно с непониманием. Вот все, что мы не понимаем, мы начинаем как-то трактовать. Ой, ну вот такое солнце у нас, конечно, шикарнейшее в Петербурге. Серьезно? Аптека только музей? Я еще заходил, там что-то можно было прикупить. Или знаете, как раньше, вот это было бы: сделайте мне там ампулу аспирина, и тебе фармацевт там что-то толчет, что-то бодяжит, разбавляет, что-то сушит и такой выдает тебе бутылечек. Вот у нас на удельном рынке вот таких бутылечков аптекарских, ну они из-под лекарств, из-под духов могли быть, очень много продается. То есть их археологи и прочие копатели, и не только собиратели находят и продают. Конечно, очень много с утратами этих бутылечков. Ну, утраты как минимум в отсутствии крышечек.
в отсутствии крышечек. Но если вот что-то с крышечкой, это, конечно, вам повезло. Выходим на набережную. Сейчас я... Да. Ну, так, одного сфинкса вижу, но он у нас... А, нет, все нормально. Я думал, это спина, а это не спина. Сейчас я вам приближу. Конечно, качество будет не очень. Ай-яй-яй. Вот. Вот он, сфинкс каменный. Немножко с отколотым носом. Ну, видимо, там это, как полагается, да. А второй чуть правее и там за знаком дорожным спрятался. Да, всем привет. Всем привет. Здесь мы... Я, друзья, вот на этом месте акцентировать внимание, ну, не буду. Но не про прогулку по Петербургу. Уж извините. Мне один раз тут что-то пытались предъявить в одной из прогулок, что я тут ничего не сказал про это, но не буду. С противоположного берега Невы у нас там набережная, ну, от моста начинается набережная лейтенанта Шмидта и заканчивается, извините, где мои подсказки? Заканчивается Новоадмиралтейским каналом. И дальше у нас начинается верфь. Верфь закладывалась еще при царях, но и до сих пор функционирует. Ну, слушайте, про ветер нет. Ветра сейчас, по крайней мере, здесь, на Васильевском острове, вот даже я сейчас выхожу на набережную, на набережной ветра нет. Может быть, как-то в других районах. А, вы говорите, как это было. Извините, я тут вклинился в чужой разговор. Больше не буду. Так, здесь, если получится, а есть очень большая вероятность, что не получится, мы сможем зайти в один из дворов проходных между 9 и 10 линиями. И в этом дворе есть поделка городской скульптуры под названием Змей Горыныч. Там над одной из, зданием, на одном из зданий так и написано Адмиралтейские верфи. Так, пройти. Сейчас мы идем по 9 линии, это 8-я, 9-я, одна из самых, или одни из широких линий на Ваське, именно линий. Тут я вижу аж 6 полос. Все остальные линии гораздо уже. Какие-то даже... О! Сталкивались ли вы с таким названием, как чуфальня? Понимаете ли вы, что такое чуфальня? Это
китайский ресторан. Причем, знаете, такой вот не ресторан, столовая. Так, нет, что-то Змей Горыныч у нас, походу, не здесь. Не между 9 и 10 я запамятовал. Про чуфальню. Чуфальня. Китайская столовка, такой вот прямо... И вроде бы не фастфуд, но наедитесь 100%. Там что-то такое, прям большие процайки, всякой лапши, всякой сои и чего-то еще маринованного. Так, я вот не знаю, мы сейчас куда-то идем, пиная желтые листья кленов. Вот, надеюсь, не тупик. Надеюсь, мы там сможем куда-то выйти. Резко потемнеет у нас часов в 6. А у нас сейчас 5. Так что да, ну, друзья, по большому счету... Опачки. Тупичелло. Ну что, у нас тут немножко забор нам. Реконструкция учебного корпуса в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию по государственному контракту туда-сюда. Вот, а раньше можно было здесь, конечно, пройти такими переулками. И вот вы посмотрите на разметку, даже здесь в переулках платные парковки. Да, про линии это да. Я каждый раз рассказываю, поэтому уже сейчас на этом внимание не заостряю. Да и так, это будет какая-то пища для поисков и размышлений. Ну, размышлений-то вряд ли. Для поиска. Я же всегда как позиционирую. Если вы надеетесь, что попадя сюда на канал и послушав меня, вы тут что-то новое узнаете, скорее всего нет. Я вам показываю просто Петербург таким он, какой он есть. Да, что-то когда-то, какие-то исторические ремарки вставляю, но по большей части общеизвестные факты. Но не все об этих фактах знают, поэтому что-то интересное и говорю. Но мне пытаются предъявить, что ничего нового не рассказал. Ну так вы не ожидайте того, чего нет или не будет. Так, ну, во-первых, там парковка платная. Там парковка была платная. Вот и все. Так, здесь-то что у нас? Тоже тупик? Тоже тупиковый двор непроходной? Ну, скорее всего, да. Ну вот вам, пожалуйста, машины. Мало машин? Ну, день. Люди разъехались. Вообще, в целом, у них калитка закрывается. Вот тут что, соседи, привет. Вот. Пожалуйста. Людям не нравится, когда чужие паркуются. Многие дворы по этой причине и закрыты. Но все равно на Васильевском острове есть система проходных дворов. Она давно сложилась, она давно используется. Потому что если, я видео на канале есть, так и называется, прогулка через проходные дворы, и я там хожу туда-сюда обратно, потому что проходные дворы,
можно пройти двумя маршрутами через проходные дворы. То есть я делал такой целый круг. Там от 1 до 18 до 19 линий. Что между большим... что-то я туплю-то. Здесь-то и нету. Короче, система проходных дворов между большим и средним проспектами и между средним и малым. А я что здесь нахожусь-то между набережной и большим проспектом, и здесь проходных нету. А я что-то пытался, думал, сейчас покажу. Нет. Я немножко попутал. Так, я тут что-то пропустил, какое-то сообщение. Улица Репина. Тоже надо мне спросить, неужели там тоже линия для парковки? Там нет. На Репина я ж проходил. Мы когда начинали стрим, я шел по Среднему проспекту, и мы мимо Репина проходили. И на Репина на обеих сторонах стоят знаки. Я забыл номер этого знака, но, в общем, запрещающий парковаться. Там останавливаться нельзя. Там запрет парковки, точнее даже запрет остановки, парковки. И знак, что работает эвакуатор. Так что... Те, кто там ставят свои брички, конечно, делают это только лишь на свой страх и риск. Как говорится. Рисковые ребята. Такие, знаете, с адреналином. Здесь что у нас за здание? Так, читаю табличку. Здание построено 1808-10 годы. Архитектор такой-то. Охраняется государством. Так, что нам говорит интернеты? Что сейчас в этом здании? Филиал ФБГУ, издательство «Наука» находится здесь у нас. Но некогда чей-то дворец. Пожалуйста. Начало 19 века. Самое-самое. Такое солнце. Сейчас, наверное, перейдем на ту сторону. Там тенек. Потому что я правда, я смотрю вперед и мне слепит. Я не вижу. Приходится смотреть только под ноги. А хочется, конечно, смотреть и по сторонам. Так, мужчина, прикройте нас от солнца. Убежал. Ох, тут под ногами у нас яблочки. Под кроной яблони указались. Так, здесь светофор. Нам надо перейти на ту сторону. Интересно, в какую сторону загорится первей? Ага. Это я тут... Николас Романов, 1000 рублей. Ничего себе. Это, можно сказать, у нас топ-донатер. Я что-то даже пропустил этот момент. Сейчас я одну секунду. У меня на втором телефоне нет этой приложухи для
донатов читать. Сейчас я найду. Секунду. Здесь по диагонали идем. Здесь у нас вроде разметки специальной нету, зебры, что по диагонали можно. Но светофор одновременно работает и на 10-11 линии, и на Большом проспекте. Вот, сейчас немножко в тенечке пойдем. И, конечно, очень классно, когда, как здесь, на Большом проспекте, у вас дорога отделена от жилых домов зеленой вот этой полосой. Так, надо зачитать это. Подождите, сейчас я... Так, это не то. Да чтоб тебя. Студио. А чё, где? А как? А почему не работает? Не понял. Так, что-то кажется, я не смогу прямо сейчас прочитать, перечитать. Ну что ж. Так, а слушайте, а мне почему-то больше нравилась... Роман, привет, Елена Кёник. Да, Елена, привет. Елена, здравствуйте. Мне почему-то... Вот я же перешел сюда в тенек, и мне перестало здесь нравиться гулять. Давайте вернемся на солнечную сторону. На солнечную сторону вернемся. Оп, зеленый. Так, ладно. Не получается у меня побороть это приложение.
Ну что ж. Ну, кто-то и на Невском, а мы сегодня на Васильевском острове. Гуляем. Сейчас идем по Большому проспекту в сторону строящейся станции метро. Так, микрофон куда-нибудь приделать надо. В сторону строящегося метро Горный институт. Идем по шикарному Большому проспекту с его класснейшими улицами, линиями. Домами. Идем в сторону Финского залива. Понятно, Елена, понятно. Ну, хорошие прогулки по Питеру. Так, еще Марина Романова 1000. Ваш канал особенный. Спасибо. У нас сегодня максимальный топ донатеров. Это должно быть на оранжевой ветке. Это продолжение оранжевой от Спасской, насколько я помню. Там же с цветами. Так, Роман. А как же реверанс сделать? О-хо-хо-хо-хо. Без понятия. На днях. У нас же с метро, вам так скажу. Я видел рекламные проспекты одного из жилищных комплексов, одного из ЖК, которое строится неподалеку от Горного института. Так вот, дата сдачи самого ЖК была 2019 год, первых корпусов. И в своих рекламных буклетах они также писали, что предполагаемая дата сдачи, открытия станции метро Горный институт 2019 год, 4 квартал. Сами понимаете, где 4 квартал 2019 года и где мы. Я могу лишь в защиту что сказать. Там у нас случился в те годы футбол. Сначала Кубок Конфедерации, потом Евро, там сколько у нас было, 2020. И все денежки были пущены на вот это вот мероприятие. У нас же помимо Горного института, да, и продолжения оранжевой ветки, еще строится так называемая коричневая ветка. В проекте она коричневая. На юге города должна идти в сторону Петергофа. Не до самого Петергофа, конечно, а туда. Кировский завод, Боровая. И вот все вот туда, там, маршала Жукова, вот что-то должно те районы захватить. Так и что, где там это строительство-то? Кто про него что пишет? Ничего. Ну и та же самая история с Горным институтом. То есть, не знаю, а чё мы стоим, да? Чё мы стоим? Не понимаю. Тут нерегулируемый светофор, спасибо. Вот. Я тут что-то с ребятами заодно постоял. Вот. И, собственно, про Горный институт. Та же самая песня. Сроки постоянно сдвигают, смещают и все. Но
Я что хотел сказать, что все вот эти станции метро, которые в ближайшее время планируются открываться, это строительство их начато еще чуть ли не при Советском Союзе. И в 90-е годы все строительство, ну и в начало 2000-х, оно просто было законсервировано. Как, с одной стороны, объясняют тот факт, что ничего не копается, не роется, не углубляется и не расширяется. Те так называемые проходческие, или как правильно, эти щиты, ну то, что вот сам туннель роют, они своих нет, они где-то взяты в аренду, они какие-то все уставшие, постоянно ломаются. Все. Метро не строим. В постоянных поломках. Тут, наверное, жители Москвы сейчас смеются, но вот в то время, когда в Петербурге планируют открывать одну станцию метро, в Москве открывают целую ветку. Это было бы очень смешно, если бы не так грустно, да? Для питерцев. Или неправильно, да? Неправильно говорить питерцев. Нельзя так говорить. Для петербуржцев, извините. Ничего себе, у нас 101 человек на стриме. Ну, сегодня стрим рекордов. Стрим рекордов. Погода благоволит. Еще с лета тут остались неубраны клумбы. Дома, конечно, вот эти вот наш, кто впервые, кто не знает, кто не слышал. Для Петербурга присущ архитектурный стиль модерн. В Петербурге модерн даже, скажем так, преобразился, переформировался, ну, незначительно, и его начали называть северный модерн. Под влиянием и финских архитекторов, это вот кто бывал в Выборге, может заметить совпадение. Это, как правило, нижняя часть, 2 этажа, облицована камнем, грубая такая фактура, естественная. Дальше идут этажи уже, они могут быть в плитке, в майолике, могут не быть в майолике, как в данном случае, да, вот там предыдущий дом, я вот белый с красным вам показывал. Какие-то растительные орнаменты, животные орнаменты. Не всегда в стиле прослеживается, или даже зачастую, асимметрия. Это вот щипцы на верху, да, такие плоские просто коньки, или как правильно это рассказать. Это не жилые, это чердачные помещения. Вот такой щипец. Это эркеры, конечно же. «103 лайка», отлично. Ну и, конечно же, по петербургской традиции, и этот дом в том числе, это не просто какая-то плоская стена, да, там мы... Так, стрим перезапустился. Наверное, телефон просит подзарядки. Вот, ну и про этот дом, в частности. Даже вот посмотрите, у нас щипец и балконы посередине, а арка во двор слева. Несимметричненько, несимметричненько. Но что поделать. Так. А во дворе еще целый флигель, еще целый дом.
а может быть за ним еще один. Это обыкновенная история. Ничего странного для Петербурга. Так, я уже вижу, в принципе, впереди нашу цель. Я со счета уже сбился, и вам не скажу, через какую линию мы сейчас будем идти. А, нет, у меня же есть куда подсмотреть. У нас уже ничего себе, уже 20-21 линии. Это мы так быстро идем. Ничего себе. Так, здесь у нас пешеходник нерегулируемый. Идем с преимуществом. Справа у нас здание пожарной части. Там МЧС даже организовала музей. Так что всем любопытствующим и интересующимся пожарной тематикой можно посетить. Да, у нас, кстати, уже закат на носу. Ну и как горный институт тоже перед носом. Закатное солнышко на стенах. Шикарненько. Вот тут уже, конечно, у нас далеко не модерн. Тем более не северный. Я про здание. Это какая-то эклектика. Слово-то красивое, а означает очень простое. То есть это винегрет. Винегрет из различных стилей. Красиво, эклектика. Так, я уже вижу горный институт. Так, кто бывал на станции метро Беговая? Кто бывал на станции метро Проспект Славы? К примеру. Ну, мы можем дойти до Севкабеля, но вряд ли мы до туда пойдем. Так вот, про горный институт. Так, тут что-то светофоры пытаются делать, но почему-то провода прямо вот так вот висят. Не по-христиански это можно ж навернуться. Так, здесь ждем точно светофора. Вот, уже виднеется. Вот здесь эта крыша, это будет спуск под землю. Еще 20 секунд. И мы бежим. Здесь у нас 22-23 линии налево уходят. Ну, не бывали, но представлять будете. Сейчас увидите эти входы, соответственно, будете понимать, какие и на другой. Беговая — это станция метро Зеленые ветки. Проспект Славы — это станция метро. А как здесь? Где здесь можно ходить? Ну, тут проход запрещен. Но мы чего? А как быть? А тут нельзя. А тут нельзя было. Но я пойду. Да? Тут вот знак уже: движение пешеходов запрещено. Вот, поэтому нам придется сейчас тут немножко не то что поднарушать, но нам надо перейти на другую сторону Большого проспекта все-таки.
Я не понимаю, зачем они тогда вот сделали вот это вот, переход сюда, если там дальше вообще ни влево, ни вправо, ни прямо нельзя. Но это же максимально тупо. Согласитесь. Мы сейчас обойдем вокруг. Вокруг. Так, где мой меч правосудия? Так, сейчас. Ну, как-то так. А как трамвай? А, трамвай нормально идет, тут обходит все. Это что у нас? Какой номер идет? Не вижу. 40-й, что ли? Да? Да. Туда налево у нас уходит косая линия. Прямо упирается в залив. В окончании ее у нас особняк Брусницыных. Брусницыных же правильно или как? Да, Брусницыных. Вот такой вот у нас станция метро Горный институт. То есть никакого вестибюля над входом, как это делали раньше, нету. Здесь простые спуски под землю, причем их два, как я вижу. Видимо, это можно будет зайти с обеих сторон платформы уже подземного вестибюля. Так, давайте приближу, как это выглядит снаружи. Такой вот шрифт: Горный институт. А здесь еще даже буковку М не повесили. Ну что ж. Ну и вот как вот можно ответить на вопрос, когда его откроют? Непонятно. Непонятно. Откроют ли? Да, тут же варианты такие были, что возможно какой-нибудь вход сделают под этим зданием. Так со станцией метро Адмиралтейская поступили, то есть вход под историческим зданием. Там, конечно, тяжело им было попасть именно в то место. То есть там у нас на Адмиралтейской 2 эскалатора, 2 уровня. Ну вот раньше когда-то здесь была просто площадь. И вот в центре площади сделали выходы, входы в метро. Вот здесь оно будет так. Да черт его знает. На Театральной там даже выходами не пахнет, кстати. Как и вот оно будет это функционировать, и оранжевая ветка как будет ездить, я не знаю. Мы, конечно, смотрите, это вопрос с подвохом, я понял. Мы, конечно, можем сейчас... Ой, а тут светофор не работает. И мы чего? Как-то идем, как идем, да? Ой,
мы до Театральной можем сейчас дойти. Как вам такой ход и поворот, друзья? Мы сейчас с Васильевского острова можем прогуляться аж до до Новой Голландии, там плюс-минус. Мне все равно идти к метро. Здесь я уехать не смогу, метро еще не открылось. Мы сейчас пойдем к Неве и пойдем в обратную сторону до моста. Дойдем до Благовещенского моста, и там у нас уже будет рядом, практически рядом, Театральная, Мариинка. У нас же рядом с Мариинкой там как-то все, этот выход строили из метро, да? Так, Вячеслав Хватов только что подписался, отлично. Давайте, пойдем, фиг с ним. Чё нам стоит? Хотя я тут не совсем понимаю, правильно ли я сейчас пойду. Сейчас, подождите, я на карте сориентируюсь. Угу. Так, мы по 24-й линии выйдем к канатному цеху, правильно? Или неправильно? Хоть. Мимо канатного цеха мы, кстати, тоже ходили. Добрый вечер. Можно до Сеной дойти. Вообще можно и до Москвы дойти, да? Можно, но не нужно. Давайте идти, пока идется. Друзья, вот такой план. Я сейчас двигаюсь с Васильевского острова в сторону Новой Голландии. Сейчас выйдем на набережную и пойдем. Вот. Но у нас что? У нас ограничение одно. Точнее два. Но самое критичное ограничение — это закат солнца. По темноте уже будет идти не так интересно, скорее всего. Но с одной стороны, мы будем в центре. Тут все подсвечено. А с другой стороны... тут здание реставрируют. Окна не функционируют. Нет их. А с другой стороны, это батарейка. Батарейка это вроде пока есть. Посмотрим, короче. Батарейка пока еще заряжает. То есть телефон у меня на подпитке. Да, сейчас мимо канатного цеха выйдем к ледоколу Красин. Красин же, по-моему. Ясен Красин. Береги ноги. Да. Ноги у меня болят. Но боль такая, знаете, это не от того, что я кого-то что-то там стоптал или бил, или чего-то там, нет. В кои-то веке сходил, потренировался, решил поделать ноги, и вот, знаете, это вот боль, когда ты сесть на стул не можешь без помощи рук. Это вот про оно. Друзья, скажу еще раз, низкий поклон донатерам. Мария Романова, Николас Романов. Ничего себе. Это какая-то связь есть между ними. Это самые большие донаты сегодня и вообще. Мы сейчас находимся в той части Васильевского острова, кстати, и недалеко от воды, от Невы. Вот по правую руку мы все вдоль
идем дома новенького. То есть здесь такая часть элитной застройки. Она, конечно, в бывшей, скажем так, промзоне. Ну, я это промзоной назову, потому что это уже конец Васильевского. Электроаппарат здесь с орденом Трудового Знамени, конечно же. Здание кирпичное, без какой-либо отделки. То есть архитектурный стиль максимально простой. Все промышленные здания попросту не отделывались никак. Но архитектурно все равно это красивенько, да, делали. Не какая-то сплошная плоская стена, как в Советском Союзе, а все-таки какие-то подобия колонн, карнизов. Все это использовалось. Даже вот там под крышей конек и тот красив. Он, конечно, сейчас немножко по временем поистрепан. Так, вот у нас с правой стороны вот уже как раз вот это желтое двухэтажное здание. Адрес 25-я линия Васильевского острова, дом 6. Это канатное производство, канатная фабрика. Оттого оно такое и длинное. То есть это цех. Сейчас силами одного из застройщиков, которые здесь на Васильевском острове возводят элитное ЖК, организован музей. Он так и называется. Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик». Название такое. Да, вот видите, там над деревьями еще некая башенка. Это водонапорная башня. В составе экскурсий можно было на нее, на эту башню подняться. Вот. Помнится мне, я тут гулял когда-то, ну там, не знаю, 5, 6, 10 лет назад. И это здание было в очень таком плохом состоянии. По крайней мере, штукатурка отваливалась, краска отваливалась. Все вот тяжело было и неправда. А в башне мы были в дождь. Ну и как вам было там на башне? То есть там уже и лифт есть, и лесенка есть, и вот можно туда подняться. Судя по всему, выставка сейчас уже не проводится, но, по крайней мере, сейчас свет внутри не горит. А видите эту стройку перед нами? Застройщик подрядился, дабы это здание восстановить. Застройщика, я думаю, все видят. Петербуржцы узнают. Застройка, насколько я понимаю, будет невысотная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этажей. Наверняка первые этажи это коммерция. Сейчас только так и строят. Электроприбор, электроагрегат. Так, сейчас посмотрим, вот как выглядит, как должны будут выглядеть. Just Me только что подписался, отлично. Капитан Джек Воробей только что подписался, отлично. Так, знаете, давайте что я сделаю. Я сейчас выключу микрофон. Выключим микрофон. Вот, так, и посмотрим. Звук, наверное, точно поменялся, да? Звук, наверное, точно поменялся.
Не знаю, в лучшую или в худшую сторону, но пока ветра нет, будет так. Зато будут звуковые сопровождения, которые вот всплывающие при том, когда кто-то подписывается, при том, когда кто-то донаты пишет. Я тогда буду хотя бы слышать, а возможно донаты свыше, по-моему, 200 рублей, они еще и озвучиваются. Ну вот будут автоматически озвучиваться. Да, на самом деле закат-то у нас уже закатный. Все, солнце уже у нас практически за горизонтом. У нас осталось буквально там с десяток минут. Впереди у нас ледокол Красин. Я уже единожды как-то рассказывал, или однажды, как-то рассказывал, как я на нем побывал. Сейчас коротко скажу, что история наглости и про рожу кирпичом. Нормальный звук, хорошо. Не, ну звук-то не должен был быть плохой, просто больше шумов улицы. А если будет ветер, то тогда еще и будет задувание. И вот если будут задувания, тогда я обратно включу петличный микрофон с шумодавом. И вот с такой мохнатой штукой. В профессиональном сообществе называется Dead Cat. По-английски, а по-русски мертвый кот. Вот, про Красина. Ветра не будет. Я организовал, да? Спасибо. Про Красина, про ледокол. Коротко. Пришли мы с родственником. Хотели на экскурсию, а здесь уже прям при подъезде к нему куча этих фургончиков телевизионных. Снимали кино. То ли кино, то ли какой-то очередной наш российский сериал. Ну, в общем, что-то снимали. Гримерные эти все вагончики, питание и прочее. Ну, мы с родственничком рожу кирпичом и, как свои, со всеми здороваясь, прошли. Просто прошли. Походили по Красину, позаходили везде, посмотрели все. Конечно, свет был везде там выключен, но это было днем, это было светло, но все было открыто. Вот. Звук стал лучше, чем был до этого. Ну, окей. Работаем. Так, вот он еще и звуковое сопровождение. Ну, просто если был бы ветер, то было бы ужасно. Так, вот покажу рыбаков, что здесь рыбалят. На какие-то то ли донки, то ли еще чего. А вот. Давай порыбачим. Нет, не порыбачим. Вижу, уже подсветку, кстати, включили на Благовещенском мосту. Вот нам надо будет сейчас до Благовещенского моста-то и дойти. И через него перейдем на материк. Напомню, мы на острове. Санкт-Петербургский горный университет. Тут какой-то как будто бы бывший военный корабль у нас напротив. И подводная лодка стоит. Опа, прикол. Я думаю, что за черное? Думаю, накрашено у него
А это подводная лодка? Ну-ка, приблизимся. Да, смотрите. Ну, какая-то маленькая, дизельная наверняка. Ольга Рыбка, приветствую вас. Так, еще. У нас какой-то рок изобилия из подписавшихся начинается. Вот там впереди подводная лодка С-189 должна будет быть. Так, ну а здесь, смотрите, есть вариант, конечно, пойти по верху, под кронами деревьев, но можно вот здесь, спускаясь к воде практически, смотрите, да, там музей, там можно походить, поползать, посмотреть, как подводники существовали. Прекраснейший закат. Ой, а там еще, смотрите, еще одна, не знаю что и для чего оно. Тоже какое-то судно, и рядом с ним подводная лодка. Это, скорее всего, все эти дизельные. Спасибо за стрим. Я подписался. Сообщений на экране не было. Слушайте, не знаю, я вот не вывожу их. То есть оно или работает, или не работает. Может, сообщение и было, а не было озвучки, поэтому пропустили. О, смотрите, тут сейчас пройдет мимо нас судно на подводных крыльях типа Метеор. Стоим, ждем. Сейчас, может, даже приближу, давайте. Сейчас они будут разгоняться. Метеор этот. Скорее всего, этот метеор пошел в Кронштадт. Удовольствие, по-моему, не дешевое. Ну, судите сами. Даже, вот, я не знаю, сколько, кто знает, сколько сейчас стоит, в Кронштадт сказал, в Петергоф. Я оговорился, да, в Петергоф. Метеоры ходят в Петергоф от Эрмитажа, от Зимнего дворца. Кстати, про Зимние дворцы так скажу. Вот все, Зимний дворец, все понимаем, что это вот Эрмитаж. Я уже на стрелке эту тему начинал, но может быть, для кого-то открою Америку, но Зимних дворцов был не один. И я не про то, что на этом месте, а вообще. И он есть, они до сих пор существуют. Несколько дворцов на Невском, но и не только, да, есть летние дворцы, да, это вот резиденции там в Петергофе, в Царском Селе, и зимних дворцов тоже несколько. Поэтому сейчас мы говорим Зимний дворец, мы подразумеваем Эрмитаж, но Эрмитаж это не только Зимний дворец, а это комплекс дворцовый, да. Ну и вот к чему я это все говорил-то? Метеор ходит от Эрмитажа, от Зимнего дворца, от Дворцовой набережной, наверное, так правильно сказать. $6000. Ну, а вот что, да, я опять сам себя сбил с темы про
Метеор до Эрмитажа. О, тут уточки. Но вот в районе рубля я даже думаю, что дороже, чем 1000, потому что 1000 была чуть ли не года 2 назад. И, что я говорю, что это дорого. Как добраться до Петергофа? Ну, тут не то чтобы с приключениями, но на простом общественном транспорте. Сначала на метро. Из любого, да, района города на метро добираетесь. Ну, самое для меня простое — это станция метро Автово. Есть, конечно, и варианты и от Ленинского проспекта, но пусть будет для примера Автово. По деньгам одинаково. Да и в Автово, мне кажется, больше вариантов дальше ехать, больше маршрутов. То есть станция метро Автово. Там вы выходите, переходите через подземный переход, через проспект Стачек на ближайшую автобусную остановку. И там садитесь до любого автобуса, на любой автобус, который идет, там так и написано, Фонтаны. Петергоф, Фонтаны. Раньше были маршрутки отменили, но вот остались общественный транспорт. Номера сейчас сознательно не говорю, неважно. Мобильные устройства у всех есть, Яндекс.Карты и 2GIS у всех есть, вообще не вопрос, подскажут. Соответственно, у вас всего лишь два общественных транспорта на одного человека. Это метро и автобус. Все. На одного человека 100 рублей. Ну, я округляю, 100 рублей. А на этом метеоре до Петергофа с ветерком, да? Со свитерком, это со свитером, со свитерком 1000 минимум. Ну, вот так считайте. С одной стороны, если вы с детьми или вы там никогда... Я-то просто когда-то на метеорах ездил, да, в советские времена. Для меня вау-эффекта нет. Я там стремиться прокатиться на метеоре не хочу. А если вы хотите там внуков, детей прокатить когда-то в жизни первый и последний раз, потому что этот вид транспорта не ходовой, это экономически... Ой, что-то телефон сам ездит. Экономически невыгодный, соответственно... Так, тут у нас что-то лагает интернет. Не глушит ли здесь связь? Вот. Метеор сам по себе дорогой. Он жрет очень много топлива. Поэтому этот вид транспорта, как общественный, он, конечно, в советское время при перестройке умер. Очень много метеоров. Еще орбиты же, да, были? Метеоры и орбиты. От 1600. Ну вот, смотрите, даже 1600 на метеоре, да? И 100 рублей на общественном транспорте до Петергофа. Вот, пожалуйста. Выбирайте сами. Да, на метеоре вы такие с понтом, с вот этим всем. На Дворцовой набережной сели на метеор. В комфортабельные кресла. И вас привозят в сам Петергоф. И вы там на пирсе покупаете билет. Ракета, метеор, восход. Да, возможно. Вот. Вас привозят на пирс в Петергофе, и вы там на пирсе покупаете билетик в сам Нижний парк. То есть, имейте в виду, приехав на метеоре в Петергоф, вы там оказываетесь в тупике. У вас только один вариант. Это купить билет в Нижний парк, чтобы подняться в Верхний. То есть не купить билет в Нижний парк у вас не получится, если только вы на этом же метеоре обратно не уедете. Да, на самом деле это же выбор каждого. Но по воде, а что там смотреть? Извините меня, я, может, что-то не понимаю.
Я категорически рекомендую всем речные прогулки, да, не постоянно гулять, но раз в жизни хотя бы на экскурсию по рекам и каналам Петербурга побывать, потому что Петербург с воды — это другой Петербург, нежели вы гуляете вдоль домов или там колесите на автобусе, не дай бог. Тоже имеет место быть. Так, тут у нас мы проходим Успенскую церковь, собор, не знаю, как правильно. Тут со своим монастырским подворьем оно. По лучших традициях монастырей есть своя трапезная. Конечно же. Я ездил на электричке с Балтийского вокзала до станции Новый Петербург. Но опять же, до станции Новый Петербург вы доехали на электричке, да. А потом, сколько вы еще топали? Очень интересно. Мне, насколько я там был вот на электричке, я, наверное, году в 2001 крайний раз в ту сторону ездил. И было это в марте. Было это, вот для меня это такой тоже шок-контент был. В городе практически снега не было на Невском. А приезжаешь вот туда, в ту сторону Стрельня, Петергоф, и там сугробы. Я еще помню, по-моему, шел от Стрельни до Петергофа пешочком. Там этот часовой завод «Чайка» проходили. Или «Чай», или «Ракета». «Ракета», наверное. «Ракета» там была. Так что смотреть. Прокатиться по Финскому заливу. Не, ну классно. Не, ну... Я бы тогда поехал только с биноклем. Я люблю в деталях рассматривать, если что. Ну это так, я же в шутку, ребят. Каждый, конечно, выбирает. Я вам говорю варианты. 1600 или 100 рублей. Ну и все. Но, ладно, вы один. А если у вас семейство, у вас 4? Шестерочку вы не доположь. Ну или даже хотя бы в одну сторону, да, на Метеоре. А кто-то ведь и обратно на Метеоре возвращается. Ну, я чужие деньги не считаю. Просто вам этот... Что-то интересное и красиво, да. Опять же, про Метеор забудем, про речные прогулки. Маршрут, естественно, дело не один. Красивости. Маршрут не один. Есть и с выходом в залив, и есть и без выхода в залив, есть и вокруг Петропавловской крепости, есть и не вокруг. Замечаем, да, уже подсветка включилась. У нас уже где-то там на горизонте солнышко закатывается совсем. Этим летом летели на перегонки с еще одним метеором. Ух. Да, их много, на самом деле. Их как-то вот водоход пособирал по сусекам. Я же просто про эти метеоры смотрел как-то передачу про этот упадок индустрии. Много в 90-е попилили, сдавали на металл, грубо говоря. Но вот то, что не успели, здесь наши судоходные компании пособирали, и вот гоняем в Петергоф теперь на них. Так, заведи мотор. Я жил в микрорайоне Сосновая Поляна, в общаге деревянные мосты. Хорошо там было, как в деревне. В итоге ехал с Питера. Сыро там и холодно. Ну, слушайте, я вот сыро и холодно не ощущаю. Абсолютно. Для меня, я могу сказать, что больше сыра было, Елена, не вам в обиду, если Елена Кёник смотрит, в Калининграде.
гораздо сырее, чем в Петербурге. Но я имею в виду влажность. Первому русскому плавателю вокруг света адмиралу Ивану Федоровичу Крузенштерну. Вот так вот торжественно и с помпой объявляю. Так, раньше было сыро и холодно, сейчас, кажется, получше намного. Где? Где? Да было как было. Что, это же наше восприятие. Мы... кто-то плохое забывает, кто-то хорошее не помнит. Ну... И каждый раз как первый раз. Что, я вообще спокойно ко всему отношусь. Как у нас прекрасно подсвечена набережная, особняки на ней. Тут тоже где-то есть один из особняков Великокняжеский. Там постоянно всякие фильмы снимают, киноленты. Я, кстати, даже, может быть, сейчас, пока идем, вспомню. Сейчас климат меняется, будет теплее у вас. Ну, слушайте, давайте, если говорим за климат, то это везде климат меняется. И я даже больше, наверное, скажу. Была же вот эта история, да, что был ледяной дворец сделан на Неве с ледяными столами, стульями, кроватями, вот эта вся история. И сейчас представьте, как нынешней зимой бы сделать этот ледяной дворец. Да он тут же растает. Соответственно, из чего мы можем сделать вывод о том, что даже там условно 200 лет назад зимы были холоднее. Скорее всего. А там на Нарвскую? Да. И в сумке надо. Вот. Ну и такой, как бы, за микроклиматы и все эти глобальные потепления, глобальные похолодания, оно уж всегда, скорее всего, было. Да, идем гуляем, 110 человек, вас приветствую. Наверняка много кто впервые на моем канале, на наших прогулках. Мы гуляем по Петербургу. Сейчас в прямом эфире. Но и также на канале много оффлайн, что ли, прогулок по историческим районам города с какими-то историческими вставками, ремарками и комментариями. Поэтому подписывайтесь на канал, ищите другие видео. Вот, подошли уже к Благовещенскому мосту. Это он нынче так называется. А, так, подождите, тут... Сейчас бы мы прошли мимо просто и не заметив. А что это такое? Я уже один раз показывал, но покажу еще раз. Каждый сейчас может прочитать, конечно же. Про тот самый белый теплоход. Да, про Благовещенский мост. Это сейчас он уже так опять называется. До этого носил имя лейтенанта Шмидта. Конечно же, какие-то надписи, вывески еще сохранились на нем. Демонтировать не стали. Поэтому, если что, не путайтесь. Его и так называют.
Даже, мне кажется, до сих пор по старинке. Мост просто лейтенанта Шмидта и все. Потому что и набережная, которая идет правее моста до Новоадмиралтейского канала, также имя носит Шмидта. Кто такой? Говорить не буду. Пытливый ум сам найдет, сам прочитает. Мы канал про погулять, а не про историю. Ну, в основном. Прошу не обижаться. Набережная, кстати, вот по которой мы сейчас шли, ну, она классная и шикарная. Шикарная в части своей ширины, своих возможностей. Да, здесь нет никаких лавочек, да, здесь нет никаких увеселений или еще чего-то. Тут пара кофеин, как бы, и все. Но здесь люди любят, вот кто с машинами, кто с велосипедами, приезжать на своих колесах и просто проводить время. Возможно, кто-то встречать рассветы, ну а кто-то провожать закаты. Так, летом был, обедал в столовых номер 1, хорошо. На тарелке маленькие, зато можно с собой что-то из кипятка доливать сколько хочешь. Ну, окей, давай, мотор, заводи мотор. Реклама столовых копеек. В целом, у меня есть один тут, как это называется, шотс про копейку, про очередь. Про очередь на Невском в столовую копейку. И я вот там говорю, что какой-то сюр в копейку очередь. Просто надо понимать предысторию и вообще, как эти копейки возникли, и уровень копеек. Это всегда были самые дешевые столовые. Вот самые. Но, друзья, надо понимать, откуда берется дешевая цена. То, что они сейчас сделали красиво. Ой. Это, ну, чтобы больше туристов привлекать. Они расширили сеть, они молодцы. Но они уходят от налогов, у них работает двойная касса. Ну, это вы можете сами увидеть по чекам. То есть один раз вам могут чек дать нормальный, фискальный, а второй раз или второму человеку за вами уже дать чек левый. То есть на другой кассе пробить. Вот. Ну и я к чему сюр-то в чем? Самая дешевая столовка, в ней очередь. Ну да, я понимаю, на Невском. Да, вы проходите мимо на Невском-то, рядом с Дворцовой. Вы проходите мимо и, ну а что, вы не знаете, у вас выбора-то какой? Ну в смысле, какого? У вас есть интернет, у вас есть Яндекс.Карта или еще что-то. Ну найдите другое, не стойте в этой очереди. Вот и все. Да и качество, ну, это все правильно. Ой, тут что-то такое сейчас. Опа. Или как брызги. Просто кому-то нравится, кому-то нет. Так, тут что-то, что? Благовещенский мост. Первый постоянный разводной мост через Неву. Построен по проекту того-то, туда-сюда, Николая Первого и все-все-все. Кстати, одной из примечательных черт этого моста в том, что у него фонари на этом мосту раньше стояли на Марсовом поле. Я вот такую вещь помню. Сейчас на Марсовом поле тоже стоят фонари, но другие. Но когда-то вот эти были здесь. Точнее, эти были здесь, эти были там. Или наоборот. Те фонари, которые на Марсовом поле, раньше были здесь. Я что-то запутался. Но преемственность. Вот про что я хотел сказать. Такая вот у нас акватория Невы. Что у нас здесь что получается? Это у нас
Большая Нева или как? Я уже рассказывал как-то, да, про Большую Неву, про Малую Неву, про Малую и Большую Невку. Так вот, мы сейчас идем над Большой Невой. Здесь Нева-то у нас делится. Здесь дельта реки уже. Появляются острова, деление реки, и вот это все. Вот этот рукав, да, рукав можно назвать Невы, называется Большая Нева. Там у нас закат, а слева у нас все основные достопримечательности. Исаакиевский собор, шпиль Адмиралтейства, там Зимний дворец, Кунсткамера и виднеется, светлеется шпиль Петропавловской крепости с ангелом-хранителем Петербурга на вершине. Так, Аврора еще стоит. Да, видит, даже не кони. Это же морские, ну не чудища, а как? У них есть свое название. Это не кони. Это в греческой мифологии, в греческой, наверное, мифологии этих морских коней есть определенное название. И, кстати, да, на каждом мосту ограда уникальна. Там какие-то свои везде приколы. Мост, как мы знаем, как мы понимаем, разводной. Еще одно из таких ностальгических мест. Вот эта часть пирса, которая вдоль набережной построена, сейчас мы будем подходить. Ну, не морской конек, нет, Ванс, не морской конек. Ой, давайте я сейчас загуглю, ладно. Давайте вам пока с видом на закат. Ой, я сейчас стою, кстати, на той части моста, который разводится, и меня трясет. То есть машина проезжающая достаточно... Вот, мы сейчас видим границу. Границу двух крыльев моста, которые поднимаются. Ну и вот от этих фонарей до следующих они раскрываются. Так, первый постоянный мост через Неву. Единственный мост на Неве, фундамент которого выполнен из деревянных свай. Так, про перила хочется. Сейчас еще вас ждать. Мост имеет 8 пролетов. Так, про перила. Так, что-то тут не то. Так, тут надо много чего-то читать, я сейчас на ходу не могу быстро найти. В общем, эти конники как-то называются. До Авроры нам здесь далеко. Вот, а про ностальгическую эту вещь хотел сказать. Вот здесь вдоль набережной сделаны пирсовые... Ну, пирс, короче, я не знаю, как правильно, поправьте меня. И раньше, еще до этой всей ковидной истории, до всей этой обострения геополитической, сюда приходили и
морские лайнеры, громаднейшие. Они были выше, стояли вот здесь вот на причале. Они были выше, чем эти особняки. То есть ты здесь шел по мосту, и корабли еще были выше тебя. Ой, тут какой-то катамаран с названием Форт Александр I. Видимо, Нева Travel возит отсюда, от Благовещенского моста, туристов к фортам в Кронштадте. Интересно. Интересно. Так, что мы имеем? Тут у нас какая-то реклама пошла, она это лесом. Налево у нас уходит английская набережная, направо уходит набережная лейтенанта Шмидта, а прямо Галерная улица и набережная Крюкова канала. Ну, сейчас мы до Крюкова канала дойдем. Оха, гиппокампы. Вот эти штуки, друзья, вот эти животные мифические, это гиппокампы. Да, как еще сейчас хорошо их видно. Ну и, конечно, тут трезубец. А почему именно она? Это как бы мы ж морская держава, да, это ж морской город с выходом в море. Ну и как бы вот это все, чтобы историю поддержать, здесь и трезубец, и гиппокампы. Да, спасибо. Спасибо. Так, а у нас Игорь был первей, а после него написал Марксина написала. Угу. Ну, то есть, видишь, Сколько фотографов-то прямо. И самый-то прикол, не только девчонки любят фотографироваться. Интернету спасибо. Ну, я же говорю, вы вот прям, если кто за компьютером смотрит, ну или даже на телевизоре, то вы всегда очень можно бы быстро на телефоне загуглить и информацию найти и быстренько в чат написать. Подсветка, конечно, да. Даже сейчас, да, здесь стемнеет, и в центре гулять будет нам хорошо. Уже 116 человек. Классно. Мы, по-моему, уже 3-й час догуливаем. Вот уже к 3-му часу у меня ноги начинают гудеть. Это да, кстати. Ждем светофора и идем. Так, влюбленный в Петербург москвич. Привет, в начале сентября, когда этому же маршруту, только с Новой Голландии до Севкабеля. Отлично. Я люблю говорить Севкабеля. Это просто смешнее и прикольней. Но многим не нравится. Меня начинают поправлять и говорят, ничего ты, говорит, не знаешь. Что, давайте, мы пока еще почти подходим к Новой Голландии. И давайте ваши голосуем, ставки, не знаю, просто пишите в чат. Заходить на Новую Голландию или не заходить. Так, Евгения Ивдель, 200 рублей. Спасибо, Евгения. Да нормально у меня все с обувью. Просто вы поймите, мы ходим, да, хоть не по пересеченной местности, а просто ну, где-то асфальт, где-то дорожки, где-то даже брусчатка. Но в целом нога преет, нога пухнет, нога не знаю чего-то. Ну как бы, да я просто устаю, элементарно. Сегодня весь день на ногах. Еще тренировка была. Там где-то, кстати, впереди на небе, в небе точка светится. Это за облаками луна взошла.
Интересно. Так, Алена все хочет, чтобы мы на Новую Голландию зашли. Ну или в Новую Голландию. Поправят меня знатоки. Обязательно в записи это сделают. Потому что в онлайн, конечно, все же умны этим задним умом. Да, правильно же говорю? Кто-то что-то подсмотрит, в интернете подчитает, а потом мне в комментарии такой типа умный напишет. А вы попробуйте вот так вот. И где театральный еще впереди. Мы до театральной еще не дошли. Нам надо еще мойку перейти. И только там, вдоль Крюкова канала, мы дойдем до Мариинки. А, Игорь, это вы намекаете, что не надо на Новую Голландию заходить, да? Вот. Ладно, давайте быстренько. Я по Новой Голландии сильно выгуливать не буду. Мы сейчас ее... И транзитом-то ее не пройти. Потому что здесь входы с Адмиралтейского канала. Только лишь. А, нет, я знаю, как мы пойдем. Мы вообще так пойдем нестандартно. Мы здесь так, а потом так и вот так. Все, я все придумал. Да. Давайте так, чтобы вам было интересней. Вот видите, туда уходят деревья, дорога, бульвар. А когда-то на месте этого бульвара был канал. Канал назывался Адмиралтейский. И, как мы понимаем, он связывал вот здесь, туда прямо уходит Крюков канал. И, собственно, канал шел от Адмиралтейства и прямо сюда, в Крюков канал, и вот продолжался туда. И впадал в мойку. Остатки от канала мы еще видим вот в виде этих арок. Сейчас канал с той стороны засыпан и не функционирует. Только лишь вот здесь под площадью, в подземном переходе, осталось место с табличкой, что вот здесь когда-то было то-то, то-то. А перед нами Новая Голландия. Так, кажется, рекламы стало меньше. Все правильно, рекламы стало меньше. С рекламой у нас жестко и целенаправленно борются. Слава богу. Еще из примечательного военно-морской музей. Новое здание, отреставрированный новый музей. Всем категорически рекомендую его посетить. Всем лицам мужского пола будет интересно, от мала до велика, гарантирую. Если только вы вот совсем в машинке не играли, то, наверное, не будет интересно. Смотрите, тут можно с этой стороны теперь ходить гулять. Открыли, а ведь не было. Ладно, идем. Сейчас нас тут будут на входе обыскивать. Ну, не знаю. Не знаю, что они хотят найти обычно. Но тут на входе охрана на Новую Голландию. Я вам так скажу, я Новую Голландию помню еще, наверное, там лет 10 назад, когда только-только все тут начиналось. Поговаривали, что это Роман Абрамович тут вкладывает денежки, но все мы знаем, где, может и не все знаем, но давно не слышали о Романе ничего. Абрамович. Вот. И раньше был вход только там, с того моста. Сейчас открыли еще этот мостик. Вот. Символ, знак, бренд. Это чайка
в кружочке. Так, ну слушайте, мы сейчас попробуем пройти вдоль здесь канала тогда, посмотреть, что к чему. Но в целом что? У нас здесь встречает на входе карта острова. Про саму Новую Голландию, опять же, это отдельная история, и, наверное, видео надо снимать и рассказывать про вообще, что это такое. То есть мы здесь зашли здесь на мосту. Есть еще один вход, который первоначальный был. Вот. Раньше вообще вот этого всего хозяйства не было. Все здания заброшены, бутылка заброшена, дом коменданта вроде начал восстанавливаться, кузня не функционировала, бассейн этот тоже не функционировал. И здесь было просто все тупо газон. Все. Вот и вся Новая Голландия там 10 лет назад. И за это время вы посмотрите, как это все дело развилось и расширилось, углубилось, и все. Так, слушайте, а как-то темненько, я вам скажу. Вам сейчас на телефоне, на экране вам показываю, тут немножко высвечивает, но в живе, конечно, здесь темнее. Больше всего тут, конечно, ориентировано, как по мне, на какую-то еду. Что это здание, конечно, там наверху еще какие-то выставочные, наверное, истории. Что здание бутылки, вот это круглое, кольцеобразное, трехэтажное, по-моему, да, этажное здание. Это все какая-то еда в основном. Ну, давайте пройдемся здесь вдоль набережной. Никогда не было, и вот опять, что называется. Сейчас я спрошу у ребят, тупик ли там, или... А скажите, там тупик или там чего? Или там можно кругом обойти? В ресторане были, там ресторан. А, там просто ресторан. Азиатский. Наверное, дальше можно пройти. Я понял. Ладно. На экране хорошо. Ну, видите, тут техника приукрашивает. Ну, или просто я после того, как я смотрел просто на яркий этот щит, после этого мне все казалось вокруг темно. Нужна была адаптация. Представляете, вы так это в ресторане кушаете, и за вами кто-то наблюдает через окно. Это я сейчас про мужчину, который справа стоял. Вот у нас слева сейчас это Крюков канал. Крюков канал соединяет, получается, что тут раз насквозь и до канала Грибоедова, и там через канал Грибоедова до целой Фонтанки. Правильно же? Правильно. Так, я даже сейчас сам себя перепроверю, потому что я иногда говорю, а потом сам сомневаюсь. Говорила мне мама, не сомневайся, топи до последнего. Так. Вот канал Грибоедова, Синем мосте. Опа, Алена Омск. Роман, огромное спасибо. Огромное спасибо за прогулку. Отлично, спасибо вам. Да, Крюков канал идет прямо до Фонтанки. Да, друзья, донаты свыше 200 рублей озвучиваются автоматически. Вот такое тут у них там пространство организовано. А раньше, вот это, мы сейчас вдоль-то идем. Ладно, я что-то сам сбиваюсь, друзья, простите. Слева Крюков канал. Смотрите, вдоль него здесь, на Новой Голландии, сделали прогулочную зону с лавочками, с кустарником, с видом вот на бывшие... Ой... Это я цехом-то назвать не могу, это сушильни. То есть здесь вертикально в подвешенном состоянии сушили бревна, дабы потом из них, из этого леса строить корабли. Вот оно как. Так, тут очередной ресторан, кофейня. Но опять же, с этой стороны не зайти. С Крюкова канала не зайти. Я очень надеюсь, что мы там впереди сможем... так, Яндекс.
Роботы в Питере бегают. Яндекс роботы. Ну, вы вот эти, которые шестиколесные, дроны, вот эти вот доставщики. Нет, в самом Питере не бегают. Есть такой город-спутник, называется Мурино. Тот, что находится в Ленобласти, Всеволожский район. Ну, это вот станция метро Девяткина. Вот там Яндекс роботы бегают. Это экспериментальная зона для них. Уже года 2-3, наверное, они там катаются. Там даже у них коллаборация с Почтой России. И даже посылки эти роботы развозят. Вот. Блин, это как замок какой-то средневековый, да? Шикардос. Подсветка. Мое почтение. И вот красиво ведь. И просто из кирпичиков. Вот сложно такую над дверью, над окном сделать? Да вроде нет. Но вид имеет, да. А почему сейчас не делают? Блин. Ну вот еще осталась та часть Новой Голландии. Те сушильни. Здесь канал с Крюковым каналом соединяется, то есть там внутри бассейн, ну и вот как-то, видимо, строилось. Ну и после это все дело по каналам в реки спускалось, ну и дальше уже в Неву и так далее. Зимой здесь в Новой Голландии делают сейчас дорого. Что дорого? Сейчас делают зимой делают каток, но не здесь, как бы вам хотелось, да, а на суше с искусственным льдом, по-моему. А может и намораживают. Нет, скорее всего, намораживают. Там мы сейчас туда не пойдем. Там детская зона, всякие развлекалки. Там сделан каркас корабля, фрегата какого-то. Но это все детская история. Слушайте, нет, все-таки темновато. Вот здесь для человеческого глаза темновато. Вот эти вот все фонарики, они такие, знаете, местечковые, локальные. То есть тебе вот что-то уже выхватывать в темноте надо прям напрягаться. Да, зимой здесь хорошо. Кирпичная кладка дорогая. Ну, дорогая. Ну, а тогда делали. А сейчас из силикатного кирпича ровные стены, и вот китайские стены построят, и все, и нафиг. Понятно, что дорогая, но делается это как бы для кого? Мы для кого это делаем? Для себя или так, на это, на отвали. Вот видите, тут, кстати, трубы идут. Это трубы от системы охлаждения и намораживания льда. И прямо вот здесь, на этом поле, зимой делают каток. Так, что мы? Прямо средневековый. Ну, как мы понимаем, то средневековье это получается не так далеко от нас. Это 19 век. 19. Ну да, скорее всего, вот это вот вся постройка, это 19 век. Так, друзья, знаете что? Мне не хочется этого делать, но стрим мы сейчас не заканчиваем, но я прервусь буквально на 5 минут. Мне надо это сделать. Я сейчас двигаюсь к одному сооружению. Ладно, я иду к ватер-клозету. Вот эта вот табличка VC.
Ой, тут прямо это газон. Это газон. Темно, но ладно. Блин, я сейчас к свету выйду. Друзья, 146 человек, друзья. Я уже 3 с лишним часа гуляю по Петербургу. У меня просто естественная надобность возникла. И, как говорил, по-моему, Янукович, хватит это терпеть. В Новой Голландии есть VC. Они бесплатные, они вот выглядят вот так. И ты спускаешься под землю. Где-то на минус 2 этажа. То есть ты оказываешься ниже уровня воды в канале. Сейчас я вам покажу. Темно, наверное. Темно, не видно. Не буду показывать, друзья. Тут как бы так. Так, что вы мне пишете? Спасибо за культурный досуг. Так, друзья, стрим не заканчиваю. Время 6:42, но стрим я не заканчиваю. Мы сейчас дальше продолжим. Поэтому сейчас буквально делаем паузу на 5 минут, и я стрим возобновляю. Прошу отнестись с пониманием. Стрим не покидайте. Так, идем дальше по Новой Голландии. Кстати, вот про этот ватер-клозет. Там есть инфографика на стенах. 5 метров ниже уровня земли. То есть вот где мы сейчас находимся, там еще минус 2 этажа под тобой. Это прикольно. То есть остров такой прям рукотворный изначально. Так, здесь что? Здесь есть здание кузни. У нас вот там вот за деревьями, где я показываю вот светящиеся лампочки. Там сейчас ресторан. Здесь стеклянная, называется павильон. Какие-то мастер-классы проходят, выставки. Просто некий павильон. Ничего сверхъестественного. Причем он даже сейчас открыт. Вон там люди спокойно заходят. Игра в пустоту. Ну, не знаю, что-то. Зимой здесь организуются очаги с открытым огнем. Ты можешь здесь рядом постоять, погреться. Как минимум руки погреть. Ну и вот само здание бутылки. Это кольцеобразное здание. Последнее, наверное, его применение была тюрьма. Гауптвахта, наверное. Так, да, друзья, возвращаемся. Стрим продолжается. Мы сейчас до Мариинки-то все-таки дойдем. До Мариинского театра, вот этого балета нашего любимого. Так, у меня тут пауэрбанк зарядил, как мог. Отключаю. Видим, как много людей, кстати. Хотя никаких мероприятий не проходит. Люди просто сюда, на Новую Голландию, приходят погулять. Ну и просто покушать. Ну и помимо покушать, конечно, здесь есть всякие магазинчики. Извините, что трясет. Я тут пытаюсь провода скрутить. Заходить внутрь не буду. Там точно потеряется связь. Стрим прервется в очередной раз. Вот, называется «Бутылка». Ну и слева у нас даже 4-й этаж есть. Но это, видимо, под крышей. Первый весь этаж по кругу можно кольцом ходить. Это едальни. 2-й этаж это магазинчики. 3-й всякие студии. Вот. На 4-м даже и не знаю, что. Но красивенько. Даже походить, посмотреть красиво. Вот этот вот необработанный кирпич, он же сохраненный внутри. Вот. Это красиво. Вид имеет. Но мы выходим с Новой Голландии, с острова. Ну и вот дом коменданта, тоже 3-этажный, кирпичный. Здесь написано, что в нем. Опять фотографируются, опять корейские мальчики. Господи, кошмар.
И не просто фотографируются, еще и видео снимают. Ой. Можно квартиру здесь купить на Адмиралтейской набережной. Ой, на набережной Адмиралтейского канала. Вот так вот правильно. Правильно? Правильно. Так, здесь у нас, кстати, вот эта ограда и вот эти вот 3 кольца у нас говорят о том, что это вот что-то такое тут великокняжеское, ну или как минимум приближенное к ним. А насколько я помню, здесь за оградой один из дворцов Юсуповых. Это одна из богатейших фамилий имперской России. Так, ладно, все, с Новой Голландии вышли. И сейчас пропетляем дворами и улочками на улицу Декабристов. И, соответственно, окажемся в Коломне, исторический район Коломна. Коломна делится на 2 части, на большую и на малую. Мы окажемся в Малой Коломне. И улица Декабристов. И по ней, наверное, ну или как-нибудь, сейчас придумаю, подойдем к Мариинскому театру. Ну и оценим, как там, где там строится станция метро. Так, а смотрите, что про театральную пишут, что вход в эксплуатацию в составе первого пускового участка продления линии Спасская, Горный институт, из общего участка Спасская, Морской фасад планируется в 2029 году. При этом сама станция будет готова раньше, до конца 2024. Название станции связано с ее расположением вблизи Театральной площади. Вот так пишут. И, кстати, я тут смотрю про Горный институт, фотографии. Ну это, видимо, в самом вестибюле как должно выглядеть. Ну, собственно, там рендеры, они совершенно не похожи на то, как оно сейчас сделано. Странненько. Неловко вышло, да? Неловко. Так, друзья, вы есть? Вы как? Вы, 97 человек, возвращаемся. Отлично. Давайте обернемся, кинем взглядом Новую Голландию. Виднеется самая яркая вот эта вот бутылочка наша. Ну да ладно. Вышли на улицу Писарева. Ну и тут как-нибудь сейчас попетляем. Надеюсь. Так. Надо оценить карту. Произвести рекогностировку на местности. Так, по Писарево мы пойдем. Ну и слушайте, мы по Писарево упремся прямо в Декабристов. У нас вариантов-то и нету никаких. А нет, есть. Если там будет арочка одна открыта, то мы сможем, или на Декабристов упремся, и ладно. Музей истории свечи на этой улице есть. Зал дирекции императорских театров на этой улице есть. Ну и мы там упремся в евангелистско-лютеранский приход святого Иоанна. Это вот уже на самой улице Декабристов будет. Чем еще у нас примечательно? Так, кто пишет: привет из Алтайского края. Ух ты, бог ты, далеко. У вас, наверное, уже утро. Ну, как минимум, глубокая ночь. Так, вот тут у нас есть арочка, но во дворе темно, не пойдем. Ничего не видно, я-то увижу. Я по приборам пройду, а темновато.
Улица Декабристов. Чем она у нас примечательна? Или в конце улицы Декабристов, на берегу речки Пряжки стоит дом, в котором жил Блок. Имел когда-то в нем 2 квартиры на разных этажах. Ну и уже в советское время, когда его попросили уплотниться, ему пришлось, он договорился, отдал только 1 квартиру. Во второй он стал жить с женой, а так они жили порознь. Им пришлось как-то существовать в одной квартире. Ну и в целом, ладно, судьбу Блока мы знаем. Болел, умер от болезней. Болезненный был товарищ. Не выпускали его на лечение за границу, на воды. Не давали загранпаспорт. Ну и, по-моему, в день, когда вроде ему сказали, что окей, даем, он и скончался. Так, привет из Огайо. Это что у нас? Соединенные Штаты Америки. United States. Олег. Привет, привет. Привет, мир. Говорят так одни блогеры. И правда, привет, мир. Получается. Смотрите, вот вам прямой живой пример. Красивый дом, лепнина, вот эта вся фактура, а на самом деле это просто кирпичный домик из красного кирпича и вот такой фактурный, я бы назвал, да, 3D штукатуркой, но кирпич, и вы видите, какая толщина откоса. Сантиметров 50. То есть толщина стены кирпичной сантиметров 50. А то бывает и больше. Вторая квартира была его мамы. Ну, сам факт. Мамы ведь не стало. Вот. А квартира музей нынешняя. Поэтому вы всегда сможете сходить, посмотреть, послушать, потрогать, как жил Блок. Ночью улица Фонарь, и вот это все. Есть у меня видео на канале как раз прогулки по Коломне. Поэтому повторяться сейчас не буду. Ой, какой урбанистический пейзаж. Как вам эти трубы на закате? Но закат уже не ал, но. Красота присутствует, слушайте. Красота присутствует. Музей. Вот как раз музей «История свечи». Вход со двора. Но, видимо, уже закрыт. И калитка тоже закрыта. Да. Марксина нам говорит, что там хорошие экскурсии. Музеи, подтверждаю. Хорошие. Бывал. В целом там так хорошо сделано. В целом можно будет посмотреть, как жили в конце 19 века, начале 20-го. А мы тем временем тут подошли как раз вот это вот кирпичное здание слева. Это, что ни на есть, тот самый зал дирекции императорских театров. Мы сейчас его обойдем вокруг, потому что это мы, как бы, получается, с задней части его, с тыла зашли опять. Что-то так у нас все получается, что мы и к бирже на Стрелке подходили сзади, ну и вот здесь также.
Тоже такой средневековый замок. Как будто какой-то кафедральный собор. Ну вот смотрите, вот это вот все вот эти вот кирпичики. И так и сяк. И тут вот лесенкой. Красиво ведь. И контрфорсы. И... Ай, красота. Так, здесь калитка какая-то, но мы туда пока не пойдем. Мы сейчас обойдем декабристов, потому что я хочу как раз выйти до на саму улицу декабристов. Чтобы показать вам этот лютеранский приход. Так, я одну секунду проверю батарейку. Так, батарейки еще чуть-чуть есть. Батарейки еще чуть-чуть есть, так что гуляем. Вот такая узенькая, зажатая между двумя домами лютеранская церковь. Слушайте, даже люди заходят, на службу идут. Ничего себе. Вот, а декабристов у нас вот в ту сторону заканчивается. И там как раз по правую руку последний дом. Музей-квартира Блока. А, соответственно, в той стороне у нас Мариинский театр. Идем туда. Пройдем вдоль новой сцены. Когда ее строили, конечно, в городе очень много было так, что тут. Так, ладно, ваши рассказы между собой сами. Когда новую сцену Мариинки открывали, конечно, тут было очень много ахов-охов, что за торговый центр вы тут нам построили. Ну, конечно, здание, историческое здание Мариинского театра и новая сцена современная, они архитектурно абсолютно разные. Отсюда я что-то все слова забыл. Отсюда это и как бы были крики охи и ахи. Все-то думали, что сейчас новую сцену построят в стиле старой, и вот оно в такой исторической скорлупе будет красивенько. Ой, какая кофейня, ой, господи, прям вот маленькая кофеечка, какая-то Рит-кофейня, но вот закуточек всего лишь. Оп. Кто-то подписался. Спасибо. Продолжайте гулять с нами. Диссонанс, господи, вот. Вызывает диссонанс. Так, еще подписался. Всех приветствую, вновь прибывших. Культурный диссонанс. Ох, тут такие билборды, прям кошмар. Ну, опять же, у нас вечер. Культурная программа у людей. По театрам ходят. Ну, видите, просто ужас. Ну, вот тут кому как, да, и кому что. Зато внутри там все приспособлено под новые вот эти все требования, желания и хотелки. Так, тут нам говорят про кого? Гоголь. Тут дни рождения перечислены. Вот концертный зал Мариинского театра. Здесь вход.
Мы вот могли бы и здесь выйти как раз с той улицы. Люди прям бегут, опаздывают. Сколько у нас время-то? Уже 7:05. Видимо, начало в 7 было. Но кто-то опаздывает, кто-то опаздывает. Ну что поделать? Что поделать? Так, а я не видела новое здание, живя в СПБ, и так бывает. Ну вот я вам сейчас покажу. Мы сейчас пройдем мимо. Внутрь не зайдем. Тут уж как бы нам не про нашу честь, не про сегодня. Внутри тоже красивенько. Там, опять же, вот там целая история была про... Ну, мы снаружи увидим. Там много стеклянных окон больших, панорамных. Ай, там внутри отделано камнем оникс, который с обратной стороны подсвечивается. И то есть у вас получается такие светящиеся оранжевым стены. И сам камень добывался где-то в какой-то из стран Востока. Там вот Ирак, вот это вот где-то вот там. Я могу сейчас врать, я не помню, просто правда. Ну и это не суть важно, потому что это закупалось все где-то далеко и задорого, дабы вот это отделать стены Мариинки. После такого камня у нас в России просто нет. А нужны были именно вот эта история, чтобы стены просвечивались. Внутрь можно, слушайте, я как-то один раз просто шел мимо. И какая-то женщина говорит: ребят, я вот сама не пойду, вот 2 билета пропадает, пожалуйста. А там билеты-то на самом деле какие-то были грошовые, что-то 100-200 рублей, ну опять же, и давно это было. И там какой-то балетик был такой, местечковый, ну как местечковый, нормальный, но не Лебединое озеро. Но это дало мне возможность зайти во вторую Мариинку. Это да, вот там вот виднеется купол. А это... Как? Еврейская. Как ее? Ой, так, ладно, там пока переходить не будем. Я забыл тоже слово. Сейчас, подождите. 2 секунды. Синагога. Вот, господи, синагога. У нас в Петербурге, если что. О, нифига себе, это что такие рамки? Это куда такое? Национальный государственный университет физической культуры. Это Лесгов-то. И у нас вход в Лесгов-то вот с такими турникетами. Ничего себе. Мощно. Вот, у нас в Петербурге есть и мечеть, и синагога. И, кстати, вот эта вся история с многоконфессиональностью вся строилась при Николае II. При Николае II, и там ко дню 300-летия дома Романовых, и вот это все. И мечеть соборная на Горьковской была построена, и синагога плюс-минус в то же время, и много других соборов. Ой, ну вот тут тоже исторические сохранились воротья с такими массивнейшими ручками. Они, видимо, когда-то даже что-то там поднимались, опускались. Сейчас пройдем мимо Мариинки 2, увидите, покажу. Даже, наверное, хочется сначала, придется туда-сюда походить. Я вам со стороны ее покажу, вот с этой стороны. Мы не будем сейчас дорогу переходить. Посмотрим на Мариинку издалека, то есть общим планом возьмем, да. Ну, она уже виднеется у нас, вот. А после я подойду поближе. Или даже нет, не так. Не так. Мы пройдем дальше. Там на светофоре перейдем дорогу и Мариинку в лицо посмотрим. И опосля... Там улица Глинки у нас.
будет. И вот мы на Глинке перейдем. Да. Так даже будет правильней и логичней. Вот, все, вот это здание, это новое здание, новая сцена Мариинки. Там помимо сцены еще много-много всего. Она вот далеко уходит, она большое здание, она вот туда. То есть занимает очень большую площадь. И вот в этих окнах желтого цвета, да, это не окна желтые, а за окнами светятся стены. Я сейчас остановлюсь напротив какого-то из большого окна и приближу, и вы увидите вот этот оникс. Давайте прямо здесь. То есть подсветка этих стен, она желтее в жизни, чем есть. Она желтее, чем есть. Тут немножко камера у меня врет. Вот, и это светится за стеной, за камнем. И это вот громадное. Очень много этого камня. Там, наверное, его толщина может быть сантиметр, может быть полсантиметра. Так, чтобы была возможность просветить светом. Но как раз вот входы на самую новую сцену, она вот с этой стороны, которую вот мы сейчас смотрим. Со второго яруса, там еще третий ярус, партеры. Вот все истории. Оно еще и под землю уходит. А слева, вот трехэтажная, это историческая наша Мариинка. Мариинка 1 получается, да? Но раз вот эту вот штуку называют Мариинка 2, ну и стекло и бетон, и металл. Поэтому и здание Мариинки новое, конечно, все штыки враждебно встретили. Город разделился на 2 лагеря, соответственно. Так, мы тут снова подошли к Крюкову каналу. Такой сделали петлю, получается. Огромная, конечно, огромная. Да, вот, у нас там луна. Здравствуйте, я вам вот ниже. Я вам говорил. Слева старое здание Мариинки, справа новое здание. И между ними есть такой на уровне 2-го этажа переход. Художественный руководитель Мариинского театра товарищ Гергиев. До сих пор Гергиева, по-моему, назначили художественным руководителем Большого театра в Москве. Так, Андрей, приветствую вас. В целом, смотрите, наверное, у нас и такой ракурс удовлетворит. То есть там еще сверху открытая терраса, видимо. Вот там я точно не бывал. Не бывал, да. Там красиво, там классно. Там новая сцена, правда, сама сцена сама по себе сделана со всеми требованиями к акустике современными. Прям хорошечно. Там все в дереве, там красиво. Ну а вот тогда переходить сейчас не будем туда. Вдоль Крюкового канала гулять тоже не будем. Ну сейчас идем вдоль. Так, телеграм-канал, да, все понятно, отлично. Мы на Театральной площади. Ну, по большому счету. Площадью назвать это тяжело, да? Как бы тут это не в привычном представлении какое-то пустое пространство.
Слева, ой, остановка. Слева у нас здание консерватории имени Римского-Корсакова, а справа Мариинский театр. Перекресток у нас здесь улицы Декабристов и Глинки. Так, знаете что? А знаете что? Там потом не пройти будет, а в саму Мариинку нам заходить не надо. Поэтому я сейчас здесь перейду, и чтобы нам оказаться здесь. Ну и чтобы со стороны вам показать Мариинский театр. Там впереди у нас виднеется Никольский собор, его башенки. Фродо, приветствую. Сейчас главное, мы дойдем до того места, где вроде как должен строиться, должен будет быть верхний вестибюль станции метро Театральная. И вот самый-то прикол, я вам как начинал говорить, что те станции метро в Петербурге, которые собираются открывать, они так или иначе были уже начаты и заложены еще в советское время. После перестройки они были просто законсервированы, и то, что мы сейчас имеем, это просто доделывают. Ой, это печально, то, что не какими-то там семимильными этими темпами, пятилетку в 3 года, и вот это все, нет, это просто вот давайте доделаем то, что уже начали, хотя бы. Да, и подземные туннели-то были прорыты. Да, надо сделать вестибюли, надо сделать подземные вестибюли, надо сделать надземные вестибюли. Вот, это самое главное. И как вот я сейчас, пока мы шли по Благовещенскому мосту, там я статью читал, вроде как планируют... Так, аноним 500 рублей, аноним обязательно... Привет из Калининграда. Огромное спасибо за прогулку. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Калининград, привет. Ну, слушайте, даже и Мариинка оригинальная, Мариинка 1, Мариинка 1, как еще назвать, то, слушайте, тоже большущая. Тоже громаднейшая. Сейчас вот придется идти вдоль этого забора. Уж извини. А, я вот так вот вас подниму. Будем так наблюдать. Школьные каникулы с 27 по 3 ноября в Мариинском. Видите, люди на входе стоят, видимо, только что что-то закончилось. Или будет начинаться, не знаю. Рука затекла. Вот, а вот эта стройка, которая за забором, это как раз делается станция метро, строится. Где-то в этот район нам надо сейчас пробраться, чтобы лучше посмотреть. Но из-за такой тесной застройки, вот эта вот часть, это все Театральная площадь. Слева консерватория, справа театр. Кран. Ну, слушайте, по срокам, конечно... Ну, даже не по срокам, а по тому, как это все здесь сделано.
мне помнится, что театральную обнесли забором гораздо... Ждут лишний билетик. Да, возможно, кто-то и придет, какой-нибудь перекупщик продаст. Сейчас про метро закончу и про театральные билетики скажу. Как мне помнится, станцию вот здесь вот забором обнесли гораздо быстрее, чем первее, чем на Горном институте. Но Горный институт уже верхние входы вестибюли сделаны. Так, здесь у нас как раз памятник. Кому памятник? Глинке Михаилу Ивановичу. Его именем как раз названа улица, по которой мы сейчас шли. А про билетики. Кстати, кто этого еще там не читал, не знаю, насколько это вброс или еще чего-то, но вроде как собираются... Сейчас дойдем до улицы Римского-Корсакова и свернем налево, пойдем в сторону Сенной площади. Я уже там на метро спущусь. Или в метро, кому как хочется. Или даже... Нет, давайте здесь налево. Так, давайте я сейчас пойду здесь налево. К набережной канала Грибоедова. Нет, на Римского-Корсакова пойдем. Да. Марксина, да. Хотят такую штуку продавать билеты по паспортам. Тем самым якобы вот это вот перекупов искоренить. Но, друзья, что-то я совсем в шоке. Мы скоро и в магазин по паспортам будем ходить или чего? Какой-то жуть. Я хочу там, не знаю, купить паспорт, не знаю, в подарок маме. Я что, должен ее паспортные данные там давать? А 152 ФЗ как? О защите персональных данных. То есть я без согласия человека передам ее паспортные данные для обработки кому-то. Это как это должно... Что-то у меня не вяжется. Они, ладно, вот с этими паспортами болельщика, да, со спортивными мероприятиями, там, футбол, хоккей, наверное, вот это все. Там ты купил себе, и все, и никто больше не может. Там даже на детей надо какие-то штуки, дрюки делать. Чего они хотели этим добиться, я не понял. Да и не вникал, ну и ладно. Но с театральной штукой, по-моему, какой-то перегиб. Я вот не знаю, есть ли какая-то общая мировая практика. Так, привет. Да, перекупщики, их много. Также в Большом театре. Да их всегда же они были. Всегда были какие-нибудь там бабульки на входе, которые или по профсоюзным, или по пенсионным историям покупали дешево, потом перепродавали, но перепродавали дешевле, чем стоит в кассе. Но кассе-то какая разница? Ну, бабушка бы пришла по этой пенсионной, место бы заняла, или другой человек. Да какая разница? То, что завышение цен, когда ажиотаж какой-то, ну, блин, получается же то, что всех под одну гребенку начинают, правильно? Или они хотят определенные театры под это подогнать, но должна быть законодательная база. Один из примеров я вам сказал. Вот я хочу билет купить в подарок маме. 152 федеральный закон о защите персональных данных у нас говорит о том, что твои данные могут быть обработаны только с твоего согласия. А если ты в подарок кому-то это пытаешься сделать, ты же согласия не давал, ты даже еще не в курсе, что это делается. И кто-то, третье лицо, твои персональные данные передает для обработки какому-то юридическому лицу. Опять же, он должен стать оператором, он должен быть внесен в реестр операторов обработки персональных данных. Тут вопросики, ладно, внесут они в этот реестр, окей. Но там они должны защититься, они там это должны какой-нибудь
государственная информационная система, классы защищенность 50, и как бы, ну, не знаю. Так это ладно, ну, потому что бред какой-то. Я только лишь за то, что все было по закону. Да, если они хотят от нас исполнения законов, то и пусть сами тоже законы исполняют. Вот и все. Да, мы, если что, уже на Римского-Корсакова. Для любителей топонимики мы на проспекте. А то тут есть такие, ну, извините, я буду называть как есть, душнилы, которые меня поправляют, если я где-то проспект называю улицей или улицу проспектом. Но я чисто вот так. Ну, я могу спутать, ну что такого? Да, это вот как бы с Руставелли было. Просто сам проспект, улица Руставелли, она громадная, она широченная, она вот это все. У нее все признаки проспекта. Ну это улица. Ну назвал ее проспектом и что? Ну, у кого У было-то? Оговорился, может быть специально, может не специально, но это так. Ну и опять же в том же комментарии человек меня обвинил в том, что я неправильно назвал, что проспект Просвещения заканчивается на Руставелли, а не начинается. Но, видимо, он плохо смотрел стрим. Я что делаю оговорку, что нумерация домов, да, начинается от Выборгского шоссе в сторону улицы Руставелли, но застройка проспекта Просвещения была начата от Гражданского проспекта, от Руставелли. Ну вот так вот оно было. Что сделать? Ну и вот, поэтому я вот тут и показываю, что проспект Римского-Корсакова. Если для кого-то важно. Я? Что, вы хотите, чтобы я закончил? Вот еще один душнило, ладно. Не сбатай. Если что, я сейчас не с листочка читаю, поэтому я говорю, как вот мысль несет. Как меня несет мысль. Так, мы подошли к каналу Грибоедова. 152. ФЗ. Найти. Так, Gov.ru. Федеральный закон о персональных данных. Ну и все. Ладно. Сфера действия настоящего закона 50, 10. Но да. Мне просто в 152-м ближе положение о защите персональных данных. Это все. Да, Аришка, душнило. Ну куда, ну как? Ну опять же, тут ты или правда может быть душнилом, да, человек. Просто раньше мы это занудой, да, называли. А сейчас душнило. Вроде даже как-то душнило, как будто бы обидней. А бывает, что просто умный человек умничает. Ну а что такого? Ну умничает и умничает. А глупый человек его пытается заткнуть. Типа, ой, типа там, какой ты душный. А он просто умный. Почему душный-то? Умный. Вот. А если в каком-то контексте, вот, да, в контексте 152 ФЗ, да, я же говорил про саму ситуацию, да, но вы из этой ситуации, да, о моем тезисе, о моем речи выдернули только один тезис и поправили меня вот там о названии закона. Но и опять же, существенного влияния на саму мысль это не влияет, не несет. Влияние не несет влияния. То зачем это надо было поправку делать? Какой это вот смысл? Сбить с темы? Ну, тут душнило.
По местам Достоевского, да, мы подходим к Сенной площади, это уже такая Достоевщина. Петербург Достоевского, да. Это вот районы, прототипы событий, тех мест, где события его романов происходят. Так. Не, токсичный. Ну, в моем представлении токсичный это немножко, когда человек в негатив сваливает, да, вот он все через плохую призму видит. Ему все не нравится. Знаете, я таких просто называл человек говно. Ему все не нравится, понимаете? Ему и то, и не и так, и это не это. Сейчас это да, токсичный. Так, а скажите мне, пожалуйста, а как здесь переходить? Я здесь не вижу зебры. Я не в ту сторону не вижу, и даже знаков не вижу. Кстати, это очень странно. Это очень странно. Так, все душнилы собрались. Нудный. Нудный, но опять же, человек нудный или голос у человека нудный, да? Можно ли нудный к человеку применить? Так, я уже вижу Садовую. Юсуповский парк. Или нет, или это еще не Садовая, подождите. Нет, это еще не Садовая. Ёлки-палки. Благодарный зритель, автор сам душнило. Ну а чё? Я автор, я могу. Душнило душнилу видит издалека. О, дядь Коля тут. Сюда, пожалуйста. Спасибо, что смотрите. Я уже на морально-болевых дохаживаю до Сенной. Вы посмотрите, насколько в землю глубоко ушли каретные отбойники. Вот это прикол. Мы гуляем с 15:30. Мы начали ровно в 15:30 от станции метро Василия-Островская. И все никак не дойдем никуда. Так, у меня уже телефон сигнализирует, что баста, хватит. Уже слишком мало батарейка. Ну, сейчас дойдем до Садовой. Хоть я бы. Да? Как вам? Вид, как из «Матрицы», женщина в красном. Здесь сделаем паузу. Нет, что-то не работает. Значит, мы не в «Матрице». Ай. Ну как вам, ребят, ночной, ребят, как будто мы тут с одного двора. Друзья, как вам ночной Петербург? Вроде бы светлый, да? Фонарей очень много.
все хорошо подсвечено. 4 часа тут пишет. Ну, наверное, слушайте. Кстати, да, видите, сейчас уже 19, а мы начали в 15. Ну, да. 4 часа. Рекорд. Слушайте, у нас сегодня рекорд по времени. У нас сегодня рекорд по расстоянию, которое мы прошли, преодолели. У нас сегодня рекорд по зрителям. Было в пике 140 с чем-то человек. У нас сегодня рекорд по донатам. Не по количеству, а по качеству донатов. Вот. Классно. Сегодня нам повезло отлично с погодой. Хорошее солнышко было и практически не было ветра. Так, здесь какая-то гостишка. А что там за маскарад? Модели чего? Показ мод детский. И взрослый? И тетечки за 40. Опачки. Ладно. Так, вы все сами видели, все сами слышали. Сегодня какой-то насыщенный денек культурный. Петербург, что? Что с него взять? Он такой. Мусорочки, здравствуйте. Это уже вот, ребят, смотрите, мусорки. Есть дворы закрытые. То есть мусорки туда не заедут. Но даже если бы было открыто, мусорка бы не смогла бы заехать. И все это дело заблаговременно выкатывается. А в ночное время приезжает мусоровоз и спокойненько все это дело забирает. Таким образом, в Петербурге организовано в исторической части вывоз мусора. Вот еще одна арка, еще одни мусорки. То есть они здесь постоянно не стоят. Их выкатывают к определенному времени. И все. Так, ну что, смотрите, я сейчас чекну еще раз батарейку. Так, проверил батарейку, все плохо. У меня все, что могло сесть, село. Я тут сейчас на себя переключился все-таки. Так, здесь сейчас переходим на светофоре. У нас там через дорогу темнеет, это Юсуповский парк. Тоже шикарное место для прогулок в центре города, недалеко от станции метро Сенная. Так, я это заметила. Окей. Не понимаю о чем, ну ладно. Мы уже на улице Садовой. Впереди у нас станция метро. 3 станции метро. Сенная, Спасская, Садовая. 3 ветки метро пересекаются. Ой, ладно. Чувствуете, видите? Или что это? Нет, это не пар. Это освещение. Я думал, пар на меня капает. В смысле, из меня исходит. Все, друзья. Я за сим, наверное, буду прощаться. Большое спасибо, что все эти 4 часа кто-то только подключился, были со мной. У нас наступает золотая осень. Мы, не знаю, наверное, я буду также в онлайне гулять по городу, по его каким-то отдельным кусочкам, частям и проспектам. Буду стараться, конечно, еще отдельные видео снимать, но не знаю, как получится. Потому что что-то то ли с погодой, то ли с настроением, то ли со временем, еще чего-то. Появилось очень много времени на личные дела. Приходится тратить, короче, много дел появилось. Ладно, друзья, все. 4 часа пролетели как один миг. Всем пока. Я домой, я голодный, я холодный. И мне надо еще своими делами заняться. Все, друзья, спасибо. Лайки, подписки, там, поделитесь. Другие площадки, ссылки в описании, донаты. Поддержите меня, поддержите канал. Все так скомканно, сумбурно. Ребят, пока. Батарейка садится. Боюсь, что прямо сейчас прервется. Все. Прощаюсь.